В Республиканском обществе инвалидов, где я работаю, есть такая проблема, что люди обращаются постоянно за именно этой проблемой, нехваткой жилья. Вот. Есть дом на Пушкина, 31. У нас этот дом построился еще при правлении Егора Афанасьевича Борисова. И сейчас при новой власти хотелось бы именно принятие вот такого вот решения, чтобы построить еще такой дом, потому что острая нехватка жилья, она влияет на степень вот, заболеваемости, степень какого-то нормального существования больного человека. Мы все пытаемся об этом как-то говорить более-менее, да, но вот если сейчас вот появилась у меня такая возможность громко заявить об этом, да, в связи с победой моей, построить еще такой дом, я хочу сказать, что вот эта тема острая, она будет развиваться, и мы попытаемся в диалоге с нашим правительством в сотрудничестве решить эту проблему, этой проблемой, нехваткой жилья. Вот. Я очень надеюсь, что эта проблема будет решена. Дом на Пушкина, 31, тем или иным образом. У нас этот дом построился еще... Вы, наверное, все-таки свой гражданский долг выполнили, но не могу не спросить. Сегодня сходили, проголосовали? Именно сегодня, да, как принятие вот такого все решения, чтобы построить еще такой дом. По своему разуму, по своему убеждению, что обязательно нужно проголосовать. Я сходил, проголосовал, внес свой вклад в степень развития, вообще нормальное развитие нашего существования, нашей республики, нашего города. Мы все пытаемся об этом как-то жизнь нашей страны. Спасибо большое. Я еще раз поздравляю вас с победой. На самом деле это большой успех, которого, я думаю, ждали не только вы, но и те, кто вместе с вами сопереживал, и те, кто нуждается в подобной помощи, которую вы готовы в дальнейшем оказать. Я еще раз напомню, что гость нашей истории был победитель проекта «Битва блогеров» Гаврил Чемаханов. Спасибо. Решить эту проблему. Я очень надеюсь, что эта проблема есть будет решена. Дом на Пушкина, 31, тем или иным образом. У нас этот дом построился еще... Вы, наверное, все-таки свой гражданский долг выполнили, но не могу не спросить. Сегодня сходили, проголосовали? Именно сегодня, да, как принятие вот такого все решения, чтобы построить еще такой дом. По своему разуму, по своему убеждению, что обязательно нужно проголосовать. Я проголосовал, свой вклад в развитие, вообще нормальное развитие нашего существования, нашей республики, нашего города. Мы все пытаемся об этом как жизнь нашей страны. Спасибо большое. Я еще раз поздравляю вас с победой. На самом деле это большой успех, которого, я думаю, ждали не только вы, но и те, кто вместе с вами сопереживал, и те, в подобной помощи, которую вы готовы в дальнейшем оказать. Я еще раз напомню, что гость нашей истории был победитель проекта «Битва блогеров» Гаврил Чемаханов. Спасибо. Я очень надеюсь, что есть дом на Пушкина, 31. У нас этот дом построился еще... Вы, наверное, все-таки свой гражданский долг выполнили, но не могу не спросить. Сегодня сходили, проголосовали? Сегодня, да, как принятие такого все решения, чтобы построить еще дом, по своему разуму, Ключевым фактором производства экономики 21 века являются данные в цифровом виде. Цифровой трансформации подвергаются различные отрасли производства и потребления, науки и образования. Создание в России информационного общества, формирование цифровой экономики и усиление роли Российской Федерации на мировой арене – основные задачи данного направления. Так как страна проходит этап активного развития цифровой экономики, во всех регионах стоит необходимость в первую очередь обеспечить полноформатный режим работы многофункциональных центров. Документооборот с появлением многофункциональных центров трансформируется в цифровую плоскость. Мы уходим от бумажных носителей, бумажных подписей и переходим к виртуальному документообороту. Еще больше плюсов. Масса вопросов удовлетворяет население в одном месте, не тратя дорогое для людей время и деньги в том числе. С 2014 года новое имя бренда «Инфоцентр» мои документы начали открываться новые цифровые офисы, а после прохождения стадии цифровой трансформации действующие отделения «Инфоцентр» по всей стране. Коммуникационная компания, сопровождавшая ребрендинг создания в России на все случаи жизни. Формирование цифровой центр предоставления государственных услуг в Республике Саха-Якутия в городе Нерюнгри начал свою деятельность 25 ноября 2014 года. Основная цель работы
Эти учреждения заключаются в повышении качества государственных и муниципальных услуг за счет сокращения сроков получения их, непосредственных финансовых и временных затрат, обеспечения доступности информации по услугам, повышения комфортности процесса получения услуг. Основной идеей создания системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ является реализация принципа одного окна, когда гражданин освобождается от необходимости Своими ценностями единого бренда МФЦ определены внимание к потребностям людей, дружелюбный сервис и комфорт, близкое расположение центров и офисов, а также доступных государственных услуг и инфраструктуры МФЦ каждому россиянину. Также считается, что многофункциональные центры являются одним из инструментов противодействия коррупции в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Этому способствуют созданные в центре условия: обслуживание заявителей с помощью электронной системы управления очередью, наличие системы которые являются результатом оказанных государственных и муниципальных услуг, осуществляется в автоматизированной информационной системе «Единый центр услуг» с персонализацией оператора, что позволяет осуществлять различный поэтапный контроль по принятым документам, а также контролировать работу операторов в пределах рабочей смены и исключить возможность приема заявителей в нерабочее время работников МФЦ. Здесь у нас сектор электронных услуг. Здесь предоставляются электронные услуги через портал государственных услуг. Можно будет человеку, например, бесплатно оформить различные услуги, такие как паспорт, прописка, водительское удостоверение и так далее. То есть даже не обращаясь в окно? Да. Для этого требуется обязательно, чтобы существовал личный кабинет и утвержденная учетная запись. А личный кабинет это где создается? На этом сайте и создается. Для этого нужны какие документы, чтобы создать свой личный кабинет? Для того, чтобы создать личный кабинет, требуется всего лишь паспорт, СНИЛС и номер телефона. Далее, когда уже личный кабинет создан, нужно будет добавить определенную информацию. ИНН, прописка и так далее, смотря какую услугу вы хотите получить. То есть еще больше упрощается, то есть и уже даже в окна иногда не надо занимать очередь, да? Да, то есть в этом случае электронно подаются документы,
Вас вызывают в орган, например, если это заграничный паспорт, фотографируют, вы оплачиваете госпошлину с 30% скидкой. Выезды сотрудников в поселение района, что позволяет каждому жителю оформить документы, не выезжая в город. МФЦ осуществляет бесплатные выезды в такие поселки, как Перкакит, Иенгра, Чульман, Серебряный Бор. А также раз в квартал происходит выезд в поселок Хани. За период работы Центра «Мои документы» в Нерюнгри обратилось более 53 тысяч человек. Устных консультаций было оказано более 14 тысяч. То есть, если человек хочет какую-то информацию получить и при этом не подает документ, устно получает консультацию у нас в окне. То есть подходит специалист, задает вопросы, и специалист консультирует по вопросу. Предоставление услуг на базе центра осуществляется бесплатно, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев. Заявители уплачивают государственную пошлину согласно Налоговому кодексу Российской Федерации и в случае необходимости стоимость коммерческих услуг, предоставляемых отдельными организациями. В Нерюнгринском районе предоставляются государственные и муниципальные услуги. По основным органам это регистрация прав, МВД, пенсионный фонд, налоговая и другие государственные услуги. Кроме того, у нас есть муниципальные услуги. Это по Нерюнгринскому району и по городу Нерюнгри. В офисе «Мои документы» предоставлены 184 услуги. Все они бесплатные, кроме оплаты государственной пошлины, если она требуется. Также офис «Мои документы» предоставляет дополнительные платные услуги по составлению договора купли-продажи недвижимости либо транспортных средств. Кроме того, есть бесплатная юридическая помощь для льготных категорий граждан и платная юридическая помощь. Сегодня деятельность МФЦ – это повышение качества и доступности государственных услуг, снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и межведомственной координации, повышение открытости и прозрачности для общества. У нас работает 20 сотрудников на данный момент. Также один юрист, который осуществляет бесплатную юридическую помощь и платную юридическую помощь. Сегодня в Нерюнгринском офисе предоставляется около 200 государственных и муниципальных услуг. В дальнейшем МФЦ будет внедрять такую государственную услугу, как заграничный паспорт нового поколения. За 2018 год в офис МФЦ «Мои документы» обратилось уже более 14 тысяч человек. МФЦ создана для того, чтобы упростить жизнь человеку при подаче документов. То есть можно обратиться в одно окно и оформить любые услуги, начиная от личных документов, заканчивая регистрацией права. Мы видим, что МФЦ все больше берут на себя решения повседневных вопросов и задач граждан. Многофункциональные центры становятся еще ближе к людям. Современное информационное общество характеризуется не только высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий, но и интенсивным их использованием населением, бизнесом и органами государственной власти. В этой связи многофункциональные центры предоставления государственных услуг имеют большое значение. Они продолжают развиваться и увеличивать перечень предлагаемых ими услуг в комфортных и современных условиях. Формирование и развитие информационного общества способствует повышению качества жизни граждан и открывает перед человечеством новые перспективы во всех отраслях.
Телеканалы НВК «Саха» и «Якутия-24», круглосуточное телевещание, 22 филиала, прямые включения с любой точки России. Освещение последних и актуальных событий, также на радио 107,1 FM. Еще больше подробностей на наших официальных сайтах. Острые темы, достоверные факты и эксклюзивные материалы. Актуальные новости из сферы промышленности, экологии и природопользования. Экономика и жизнь крупнейших недропользователей республики. Площадки обратной связи в популярных мессенджерах и социальных сетях. Самые уникальные проекты, смелые вопросы и истории в лицах. Современное оборудование трансляции важнейших событий города. Таковы главные новости дня. Смотрите наш телеканал и будьте в курсе. У каждого храма на Соборной площади была своя роль в церемониях и таинствах. Например, Благовещенский собор символизировал собой мудрость царей. Сюда приходили с просьбой даровать наследника. Этот главный домовый храм русских царей стоит напротив Архангельского собора. Личный характер собора подчеркивался прямой связью с дворцом. По приказу Ивана III Благовещенский собор возвели псковские мастера Мышкин и Кривцов. 9 августа 1489 года его осветил митрополит Геронтий. Храм возводился псковскими мастерами на месте более древнего, возведенного еще Василием I. Тот собор сильно отличался от нынешнего. Он испытывал воздействие архитектуры Западной Болгарии и близких ей сербских областей. Возможно, это было связано с тем, что тогдашний митрополит Киприан сам был болгарин, и в его окружении были южнославянские авторы. Несмотря на то, что древний храм был разрушен, кое-что от него сохранилось. В частности, Южный портал. Благовещенский собор, он самый маленький на Соборной площади, вот с 3 соборов, он, строго говоря, не являлся общедоступным. Дело в том, что это древняя дворцовая церковь. Вот смысловые 2 точки царского великокняжеского дворца – это Грановитая палата, всем хорошо известна. Это Благовещенский собор, то есть дворцовый домовый храм. Центр любого царского дворца. Они перестраивались, достраивались. Надо сказать, что там столовые, набережные палаты, они все время как-то вот менялись. Но вот центр сохранялся. И вот этот центр, Грановитая палата и вот этот небольшой, очень симпатичный собор. Но раз это дворцовый храм, это значит, что самое лучшее, в том числе и святыни, оседает там. То есть это совершенно логичная реакция на то, что это храм великого князя, либо храм царя. Храм входил в дворцовый комплекс Государева двора. Так же, как и другие соборы, он был возведен на месте более древних сооружений, став частью масштабной программы перестройки резиденции государя всея Руси, главы единого централизованного государства. Компактный кубический собор венчали 3 главы, из которых 2 стояли над восточными углами храма. Стены собора, разделенные по вертикали на 3 прясла, завершены килевидными закомарами и опоясаны аркатурой. Барабаны глав украшены поясом из треугольных впадин, а также поребрика и бегунка, напоминающих декор псковских храмов. Этот собор стал ядром композиции ныне существующего здания. В Благовещенском соборе крестили царевичей, в том числе и будущих наследников престола. Рядом в XV веке было построено новое здание казнохранилища, где располагался и государственный архив.
Со слов барона Мейерберга, который путешествовал в 1663 году по России, известно, что в церкви Благовещения в верхнем своде хранился особый гардероб из платьев и рис, богато вышитых драгоценными каменьями и алмазами. Сказания такого рода приводили к попыткам отыскать укрытые хранилища и подземные ходы. Вот почему храм вызывал подозрение в том, что, возможно, в его простенках или подземельях и сегодня находится знаменитая библиотека Ивана Грозного. Легенда связывает с Благовещенским собором и последние часы Ивана Грозного. Якобы на ступеньках этого храма в 1584 году он увидел комету, возвещавшую о его кончине. Благовещенский храм невелик, так как служил он только для семьи великого князя или царя. К восточным столпам изначально примыкал иконостас, лишь незначительно ниже существующего. Центральное пространство храма отличает подчеркнутый вертикализм пропорций. Уникальный сюжет Благовещения был написан на стене храма. Это зримый пересказ восточного предания. В нем архангел Гавриил предстает перед Святой Девой у колодца в Назарете. Он приносит ей благую весть о будущем рождении у нее Спасителя. Здесь же, в Благовещенском соборе, хранилась чудотворная донская икона Пресвятой Богородицы, поднесенная Дмитрию Донскому после Куликовской битвы. Ею князя благословил перед сражением преподобный Сергий Радонежский. А в 17 столетии в честь этой иконы был выстроен Московский Донской монастырь. Иконостас собора может считаться национальной реликвией. Летописи сообщают, что в 1405 году стены собора расписывали самые яркие художники эпохи – Феофан Грек, старец Прохор с Городца и Андрей Рублев. Они же создавали и иконы для иконостаса. При переделке собора в 1484-1489 годах иконы Феофана Грека и Андрея Рублева сохранили и перенесли в нынешний храм. В каждом интерьере собора самым главным, наверное, является это прежде всего иконостас, это главная часть, доминирующая, и сами росписи. Ведь разглядывая росписи, все сюжеты, можно изучить и все каноны и всю историю. Конечно, они неоднократно переписывались, но в основе своей весь замысел всех фресок и искусствоведы все уже достаточно хорошо изучили и раскрыли во всех интерьерах. Все эти фрески и обмерены, и сфотографированы, реставрированы. Но каждый раз история показывает какие-либо переделки и дополнения. По всей видимости, шла история, шло время, менялась и мода, менялись и какие-то другие установки. Но все предыдущие этапы каким-то образом и каменщики, и живописцы всегда оставляли. То есть, раскрывая эту историю, выполняя зондажи, исследователи видят это. Благовещенским собором занимался Игорь Силин, архитектор и реставратор. И он рассказывал очень много нюансов, когда каждый зондаж вдруг открывает совершенно иной взгляд, отношение к этой фреске или к этой каменной кладке. Все прикладки, все перестройки. Ведь если где-то не совпадают ряды кладки, это значит, в этом месте была перестройка, или заложен проем, или произошло какое-то усиление. И сам облик этого храма внутри, он небольшой. Он, именно если представить еще, что там при богослужении были свечи, это было и теплая, и такая особая атмосфера, которая создавала в себе именно обращение к Богу, моление. Не было ярких светильников, это было
именно сияние ликов святых. Исследователи Кремля провели такую работу, она потрясает. То, что в какой-то момент они сделали освещение там, где у каждой иконы были лампады, и они зажгли светильники в тех местах, где были лампады. И получилось совершенно иное освещение. То освещение, которое возникало при живом свете лампад и свечей. Благовещенский собор освящался в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Это был особый церковный праздник. Он означал благословение на продолжение рода. Мы прославляем сегодня имя Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной Девы Марии, через которую и обрели этот дар свободы в Господе Иисусе Христе. И почитаем ее выше всяких ангелов и архангелов святых, потому что то, что она сделала для всего мира, не сделал никто. Она была посредником между человеком и Богом. Через нее в мир пришел Сын Божий и Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос. Самым известным священником этого собора был наставник молодого Ивана Грозного, отец Сильвестр. Отсюда пошла царская традиция – назначать духовником царской семьи только протоиерея Благовещенского собора. Даже когда столица России была перенесена в Санкт-Петербург, эта традиция неуклонно исполнялась. Изначально храм имел только 3 главы – большую центральную и 2 боковые от него. Но в 1562 году Иван Грозный приказывает возвести на сводах гульбища 4 небольших храма, так, чтобы каждый завершался одной главой. А над восточной стороной собора появляются еще 2, создавая многоглавую композицию. В те же годы крыша и маковка покрываются вызолоченной медью, отчего Благовещенский собор начинают именовать Златоверхим. 9 глав собора указывают нам на Пресвятую Богородицу как на Царицу Небесной Церкви. Она включает в себя 9 чинов ангелов и 9 чинов праведников небесных. Слово «спаситель» является ключевым словом христианского благовестия. По сути дела, в чем заключается проповедь Евангелия? В том, что Христос является нашим Спасителем, в том, что Он умер за наши грехи, и Он воскрес. И в слове «спаситель» выражено все существо этой благой вести. Поэтому в слове «спаситель», поэтому для верующего человека в слове «спаситель» заключается вся историософия мира. Каждая маковка собора – это отдельный храм. Престолы храма освящены в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, собора Архангела Гавриила, собора Пресвятой Богородицы, входа Господня в Иерусалим, святого Николая Чудотворца и святого Александра Невского. Вход Господень в Иерусалим – один из самых важных сюжетов. Он связан с государственной идеей Ивана Грозного. Царь строил свой Иерусалим Небесный, которым и стал Покровский собор на Красной площади. Вход в Благовещенский собор находился не с западной стороны, как обычно, а с восточной. Это связано со статусом храма. С запада, прямо из дворца, в свой домовый храм входил только сам царь и члены его семьи. И в то же время сама величина храма, ширина храма, наружная, становится модулем и размером, по которому размеряются сами стены Московского Кремля. Успенский собор Московского Кремля, который построил Аристотель в Фиораванте, этот размер равен 12 великокняжеским саженям. Это самые большие сажения, 244 сантиметра. И если мы возьмем этот размер,
то мы можем точно высчитать и размер самих стен. То есть это модульное построение от части к целому, от детали к целому позволяет просчитать, высчитать и определить размеры и утраченных сооружений. Так же, как деталью является кирпич, это модуль, это частица, из которой строится храм. В то же время размеры определялись определенными канонами. В исследовании Федорова Владимира Ивановича, главного архитектора Московского Кремля, есть замечательное исследование, в котором он написал о том, что пролет Золотых ворот в Киеве равен центральному нефу собора во Владимире. И этот же размер был положен в основу центрального нефа Успенского собора Московского Кремля. То есть Аристотель Фираванти, когда изучал русскую архитектуру и ездил во Владимир, этот размер и был положен в основу внутренней части Успенского собора. И в то же время пролет Золотых ворот в Киеве равен пролету Золотых ворот во Владимире. Одной из важных икон собора является образ Иоанна Предтечи. В истории спасения человеческого рода мы выделяем две вехи, два этапа – Ветхий Завет и Завет Новый. И вот среди всех святых Ветхого Завета Спаситель наш Иисус Христос выделяет именно Иоанна Предтечу. Он говорит, что среди всех рожденных женами не было ни одного такого великого человека, каким был Иоанн Креститель. И в своей жизни, всю свою жизнь Иоанн Креститель, в чем состоял смысл жизни Иоанна Крестителя? Он называется крестителем, он называется предтечей. Чьим же крестителем, чьим предтечей был Иоанн? Он был крестителем Иисуса Христа, и он был его предтечей. В этом состоит значение его жизни, в этом и состоит его подвиг. Он является связующим звеном, которое соединило Завет Ветхий и Завет Новый. То есть это некая дверь, которая помогла ветхозаветному человеку вступить в эпоху Завета Нового. Как и многие кремлевские храмы, Благовещенский собор имеет свои легенды. Одна из них связана с Южным крыльцом, которое еще называют Грозненским. В 1572 году из-за неканонического четвертого брака с Анной Колтовской церковь наложила на Ивана Грозного епитемью. На год царь был отлучен от церковной службы. Это считалось страшным наказанием и одной из причин посмертного попадания в ад. Подчиняясь этому вердикту, царь, однако, приказал пристроить к юго-восточному углу крыльцо. Ее верхнюю площадку отделили от пределов аркады на резных столбах. Теперь, стоя на крыльце, Грозный мог слушать церковное песнопение и при этом не нарушать епитемьи. Предание рассказывает о появлении существующего и сейчас пола собора из мелких блоков кремня с вкраплениями агата и яшмы. Легенда гласит, что храмовый пол был привезен Грозным из Ростова-Великого, а туда он попал из Византии. Выходящее на северо-восток крыльцо было парадным. И это понятно. Оно первым встречало новоиспеченного царя, идущего с коронацией. Когда в 1564 году на его сводах был построен предел собора Архангела Михаила, для укрепления конструкции крыльца под его свод подвели мощные столпы, и древние формы оказались утраченными. Грозненское крыльцо было разрушено в 1917 году после артиллерийского обстрела в момент штурма Кремля. Вход в собор ведет через правое крыльцо в Северную галерею. Над этим входом всех встречает Спас Нерукотворный.
Из галереи уже в церковь ведет особый портал XVI века, выполненный итальянскими мастерами. Благовещенский храм Кремля был расписан Федором Едикеевым и мастерами его круга. Росписи южной и северной галерей создавались во времена детства Ивана, называемое «Древо Иесеева», которое представляет не что иное, как родословие Иисуса Христа. В каждом овале здесь изображается библейский персонаж. На склонах свода собора авторы изобразили античных философов и писателей – Платона, Аристотеля, Диогена, Анаксагора. Что он олицетворял мудрость царей, их высший ум и прозорливость, дарованные помазанникам самими небесами. Тут словно нам говорят о тех книгах, которые действительно содержат. Через специально устроенную галерею Благовещенского собора послы православных государств проходили в Царский дворец. По крыше паперти существует проход на второй этаж, который соединяет дворец с галереей отдельно от храма. Среди кремлевских храмов Благовещенский собор был известен и еще одной особенностью. Здесь хранились различные части святых мощей. Среди них руки мученика Елеферия, руки равноапостольного императора Константина, основателя Константинополя, палец святого Василия Великого. Среди особых мистических предметов, излучавших благодать, была и золотая панагия с заключенной в ней кровью Иисуса Христа. В наши дни раз в году на праздник Благовещения в соборе проходит торжественная служба, оживляющая музейное пространство. Замечательный обычай существует на Благовещение выпускать птиц, которые жили в клетке. Вот это как раз символ того, о чем апостол Павел сегодня нам говорит. Птица, которая выходит из клетки и взмывается ввысь, к небу, является символом подлинной свободы. Мы становимся свободными, когда мы к небу устремляемся, когда мы самих себя побеждаем. И тогда даже несвободные внешние обстоятельства жизни никогда не способны поработить нас, потому что ту свободу, о которой говорит апостол Павел, сам Господь нам принес. В следующей серии мы расскажем вам о Теремном дворце, самом личном пространстве правителей Великого княжества Московского и России. Здесь проходили самые важные советы, принимались решения о судьбах государства и текла укрытая от посторонних глаз жизнь царской семьи. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем следить за ходом голосования в республике. И Якутия в тройке лидеров по явке в Дальневосточном федеральном округе. Впереди только Чукотка и Магаданская область.
сейчас последние данные о ходе голосования в Якутске. В прямом эфире из Республиканского медиацентра расскажет председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова. Итак, вашему вниманию брифинг. Продолжает работу пресс-центр Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. Мы продолжаем следить за ходом выборов. И у нас снова в студии председатель Якутской территориальной избирательной комиссии Алла Георгиевна Самойлова. Добрый вечер, Алла Георгиевна. Мы встречались с вами в 2 часа. Тогда вы сказали, что явка была 21%. Насколько изменились показатели? Конечно, количество людей, пришедших на выборы, оно увеличилось. Я сейчас уходила с работы, и мне сказали, что более уже 60 тысяч человек приняло участие в голосовании. Это порядка, где-то больше 35%. Но посмотрим, на конец дня, конечно, эта цифра увеличится, потому что сейчас в это отчетное число не входит голосование вне помещения. То есть, оно идет, но в отчетное число оно пока не вошло, поэтому я думаю, что к 40%, наверное, приблизится. Надеюсь. Сейчас в социальных сетях и в мессенджерах распространяется разного рода информация о том, что якобы имеются какие-то нарушения. Допустим, поступил такой вопрос, информация такая, что начиная с 10 часов массово гонят студентов из общежитий, собирают их возле выхода, говорят, что они обязаны взять бюллетени, проголосовать за одну такую партию, да? Только что была пресечена попытка вынести бюллетени из зала для голосования. Предполагаю, готовится карусель. Это по 728-й избирательной комиссии. Да, это у нас есть такой избирательный участок. За ним закреплено студенческое общежитие медколледжа. Студенты там действительно голосуют, но порядок включения избирателей в список избирателей, он жестко регламентирован законом. Руководитель учебного заведения подает нам списки избирателей. Каждый, это он фиксируется факт, что этот человек обучается и проживает в общежитии. Каждый студент показывает временную регистрацию по месту проживания. И кроме этого, каждый студент сам должен написать заявление, в котором он указывает, на каком уровне выборов он желает принять участие. И по такому факту была проведена проверка. Я хочу сказать, что все студенты, которые были включены в список, они и голосовали. То есть сверх этого числа там голосующих не было. А что касается выноса бюллетеней из избирательных участков, это делают не члены избирательных комиссий, как думают некоторые, это делают сами избиратели. Задача участковой избирательной комиссии, если такой факт был установлен, обратиться к правоохранительным органам, которые должны провести, узнать у избирателя, с какой целью он выносит избирательный бюллетень из избирательного участка. На мой взгляд, ни о какой карусели на этом избирательном участке и речи не может быть. Алла Георгиевна, можете прокомментировать ситуацию, которую тоже видеозапись распространяется о том, что на 787-м избирательном участке в Сайсарах якобы сломался аппарат современный КАИБ, и там какие-то бюллетени были рассыпаны прямо на полу. КАИБ – это сложная машина такая, мы ее применяем в Якутске не первый раз. Она используется на выборах с 2008 года, достаточно давно, поэтому сама процедура, она уже отработана, есть инструкция по использованию КАИБов. И как раз на этом, и на всех остальных избирательных участках до 8 часов обязательно идет такая процедура, которая называется тестирование КАИБа. То есть проверяется адекватность считывания информации на бюллетенях. И у избирательной комиссии есть бюллетени, которые специально сделаны для тестирования. На них написано слово «тест». И до 8 часов они должны провести тестирование. Тем более это было 6 же уровней выборов, 6 видов бюллетеней. То есть каждый вид свой тест. И эта комиссия, она провела такое тестирование, и как раз на фотографии зафиксирован факт, когда уже сканер, то есть сам КАИБ, считывающее устройство, оно было снято, и из накопителя эти избирательные бюллетени, они высыпаны были для того, чтобы их собрать, просортировать и уже убрать в сейф. Так что вообще тот, кто не знает работу КАИБа, конечно, со стороны это выглядело как-то подозрительно, что там делают, но на самом деле это были бюллетени, которые не содержали отметок избирателей, и на этом участке еще даже не началось голосование. Практически уже близится к завершению день голосования.
Можете ли вы сказать, когда будут предварительные результаты и вообще или окончательные итоги выборов? Ну, 8 часов избирательные участки закроются. У них там существует определенная законом процедура подсчета голосов. Они начнут работать, сначала погасят бюллетени, которые остались на участке, потом поработают со списками, а потом уже начнут подводить итоги по каждому уровню выборов. Учитывая, что все-таки это ручной подсчет на основной части участков. У нас КАИБов есть на 119, из 119 участков всего на 36 КАИБы установлены. Поэтому, конечно, это такой будет тяжелый труд членов комиссии, которые будут их вручную считать. И, на мой взгляд, те, где стоят КАИБы, они отчитаются перед нами раньше. В районе 12 часов точно уже у нас появятся. И как только они начнут появляться, мы будем вводить протоколы в ГАС-выбору, и, соответственно, эта информация станет уже... она гласной становится и на участках, потому что копии протоколов берут и наблюдатели, и сами кандидаты могут брать, и там иные лица. А так она у нас уже будет введена в ГАС-выборы и будет появляться, в открытом доступе. А по городу, я надеюсь, что как-то к 8 часам утра предварительные итоги будут уже известны. Но у нас это называется предварительные итоги. У нас еще есть такое понятие, как официальное подведение результатов голосования и итоги выборов. Я надеюсь, что наша комиссия это сделает во вторник. У нас 5 дней есть на подписание протоколов итога голосования. Если ничего не случится, все должно быть по плану. Во вторник мы должны подписать протокол. Пресс-центр продолжает свою работу, и буквально через несколько минут сюда придет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Иван Михайлович Андросов, который ознакомит с ходом выборов в целом по республике. Спасибо. Ну что ж, это был Республиканский медиацентр с брифингом председателя Якутской городской территориальной избирательной комиссии Аллой Самойловой. Мы продолжаем следить за ходом выборов. Еще раз напомню, что по данным ТИК города Якутска в столице на выборах мэра и на выборах других уровней явка составляет 37%. Ну что ж, через 25 минут, 18:30 на телеканале, для зрителей телеканала Якутия-24 состоится брифинг в прямом эфире с участием заместителя председателя Центра избиркома Якутии Ивана Андросова. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Эти леса являются домом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Будьте осторожны с огнем, находясь в лесу. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Эту историю поведал мне один старый и мудрый эвенк. А началась она в те далекие времена, когда тайга была полна зверей и птиц, когда воды в реках бурлили от рыбы, а не от перекатов,
когда не было в этих краях гор и не нужно было кочевать по тайге в поисках корма для оленей. Жил на реке Алдан молодой венг по имени Миргачан со своей семьей. Жену Миргачана звали Алдаанна. Она родилась на берегу этой прекрасной реки и получила ее имя. Она сильно любила мужа и мечтала одарить любимого долгожданным сыном. Но духи тайги послали молодой семье только 3 прекрасных дочерей. Однажды, то ли во сне это было, то ли наяву, но Миргачан услышал голос, который поведал ему об одном месте, где духи тайги хранят свои богатства, и что если он отыщет то место и, приложив руку к камню, что в центре, загадает желание о сыне, то оно непременно исполнится. Но только брать с собой оттуда ничего нельзя. Отыскав то место, полное золота, изумрудов и алмазов, не удержался Миргачан и забрал камень желания с собой. Этот поступок человека очень сильно разозлил духов тайги, и направили они весь свой гнев на земли, по которым шел Миргачан и на которых он жил. На равнинах выросли горы, реки поменяли свое направление, а спокойные водные течения превратились в запутанные бурлящие потоки. Обратный путь к родным местам был ему совершенно незнаком. Духи тайги сделали все, чтобы Миргачан не смог вернуться домой. Алдаану они превратили в длинную гору, перегородившую путь реке Алтан. Позже люди назовут ее Кряж-Зверева в честь геолога, а дочерей в 3 реки – Правая Унгра, Средняя Унгра, Левая Унгра, берущих свое начало на северных склонах Материнской горы. Тайга не раз меняла свой цвет, снег не раз ее укрывал, но Миргачан продолжал ходить по тайге и искать потерянную семью. Отчаявшись, бросил он камень желания в глубокое ущелье и направил свои проклятия на духов тайги. Духи тайги услышали гнев Миргачана, превратили его в хищного беркута и обрекли на вечные поиски родной земли. И кружит с тех пор беркут над вершинами гор, над долинами рек, а узнать родные места не может. Признаться, те места давно привлекали мое внимание, а услышав эту легенду, желание их посетить только усилилось. И вот 23 июня в составе единомышленников и любителей приключений мы отправились в это сложное, но удивительное путешествие длиною в 24 дня. Наша экспедиция состояла из 3 этапов. Это заброска, пеший переход и сплав. Но обо всем по порядку. Итак, ранним субботним утром мы стартовали из Нерюнгри на КАМАЗе, загрузившись в Кунг. Путь лежал через долины Нерюнгринки и Самокита к Правой Унгре. Стоит заметить, что не каждый решится преодолеть такой маршрут на автомобиле, а уж тем более на КАМАЗе. И слава богу, что нашему водителю Сергею отваги было не занимать. Сложно, медленно, но мы двигались к намеченной цели. А если еще учесть, что вес поклажи на каждого участника составлял 40 килограмм, то на ум приходили слова поговорки, что все-таки лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
вот, когда казалось, что мы почти у цели, наши южно-якутские мари напомнили о себе. Да так, что мы 7 часов были вынуждены предпринимать попытки вытащить КАМАЗ из цепкого плена болота. Куда мы денемся? Поздним вечером нам все же это удалось. Как и обещал Сергей, он доставил нас к Правой Унгре, чему мы были несказанно рады. А дальше начинался один из сложнейших этапов экспедиции – пешка. 100 километров и 40 килограмм за плечами. Мы добрались до Правой Унгры. Друзья, ни разу не пройдя пешку. Серега, передай привет. Всем привет, обращайтесь. Спасибо большое, шикарно. Подошли до нашей первой переправы. Наши первые километры и первый брод. Вы слышали про то, что якобы самые отважные приключения начинаются со слов «я знаю короткую дорогу». Так вот, не поддавайтесь на такие призывы. Мы поддались на срезочку в 12 километров, которую позже окрестили «Тропа Палыча». А этот день как тренировочный, так как в конце его мы были вынуждены вернуться к точке старта пешего этапа и заночевать. А на утро двинуть по проверенному маршруту от Правой Унгры к Левой, через перевал с очень затяжным подъемом. В тот день мы прошли 15 километров, и как бонус уставшим путникам была зимушка у самого берега Средней Унгры. Ну и, конечно, рыбалка и первая уха. Традиционно финальная приправа к ухе. О! Вчера у нас был очень серьезный прорыв, поэтому не было сил уже выходить в эфир. Вчера мы штурманули перевал, перешли от Правой Унгры до Средней. Где-то протяженность километражей по GPS смотрели 13 километров. Из них километров 7, наверное, в гору. В общем, вымотались на нет. Но не унываем. Сегодня у нас по подсчетам 11 километров. Но уже не будет подъемов, но будут мари, будут кусты. Переночевав у избы, дальше наш путь лежал вдоль реки в ее верховье, где начинались озера. Приятной мыслью было то, что в этот день не будет изнуряющего бесконечного подъема. Но начались мари, курумник и буреломы, а с ними вновь испытание себя на прочность и выносливость. Мы вышли к первому Унгринскому озеру. Сзади, видите, уже виднеется тот самый кряж Зверева, первые его отроги, через который нам нужно будет перевалить. За ним верховье Алдана. Туда, собственно, мы и пробираемся. Ввиду отставания от графика, вызванное тренировкой на тропе Палыча, мы хотели максимально приблизиться к Унгринскому водопаду, дабы там встать на дневку, поснимать это красивое явление природы и отдохнуть перед главным испытанием – штурмом кряжа Зверева.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Опять пошел дождь. И мы только что перешли брод в среднюю Унгру. Но здесь она узкая, что мы почти уже в устье между двух озер. К весьма сложному переходу, затрудненному вышеперечисленным, добавился еще и дождь. И не дойдя до точки запланированного на этот день финиша 3 километра, мы вынуждены остановиться на ночлег, так как сил идти дальше уже просто не было. Разбив лагерь на живописном берегу озера Теплое, мы решили, что оставшиеся 3 километра с утра преодолеем за часика 2 и успеем встать на дневку. Тогда мы еще не знали, как заблуждались. Это был самый короткий по километражу переход, но очень долгий по времени. А виной всему сплошной бурелом, густой сланик и ни намека хоть на какую-нибудь тропу. Я думаю, понимаете, где мы? Мы прорываемся по водопаду. Уже второй час, прошли 3 километра. 3 километра пробирались 10 часов, опять изрядно вымотавшись. В тот день я понял окончательно, что легче уже не будет. Каждый день припас свою порцию испытаний на долю каждого участника путешествия. Информационно перенекурала студияға Любовь Гоголева Лалибин Бучаска. Сақа серегер бұлбар қамыда қайдақ баранихари себеге чақчылар бұтағарыға. Бүгін бір келім бұлбар күнінен бары участактарға сақа сереннен декеден қартысқа құраға ұдылдар. Жұқысқа корат күнін көрсе, ким коракка тәрәхінлер тегін бұспаққа сақланалар. Астағы тұрғынан сақа сіргер сүйіз 17 тұғынча, 230 тұғынча кейі қоластарды. Кейін бұл бардыр қамығыя хетінерерінен бұл опсай қоластачық санаттан оған ағыз сылай ағыз дәхетай біргіна. 2 участаққа техническай тоқтобулар тағыстылар, бірге бюллетені ағар комплекс үлетін кәйілдейті білейтінен 2 участаққа бұл бардтан тақсылық политическа партия бюллетенге сотулы батаған бұғардылар. Ондан аммал ұғығар от барасырықта. Бұл бардачы кәлейтінен үшіге көрдірілі қорян ұлыға маннаномны бардачы бюған ағыз біргіна өткейін болорда, ана бір әчіген дәбен бұғынтай әме жүге көрдірілі ақтар. Антон Жукускайға бұл кәміне үсі біргін бұл бардачы
барбатчы ола бетер алтаңар тыгынчеки колостарда. Быйылгы выбор республикага хаздаганы тагымна холкурдук Илдар Хана Илтөмен саңа составын жокусты кора тулустар нелектер багылдырып болалар. Балаган айыл 9 күнгер республика логорчахалар улахан солталак выбор этулыга. Бүгүн республика Илдар Ханын 15 улус жокускай коратонна сүрбен элек жалтатын багылдырын государственный муньяк Илтөмен жокускай корат думатын онна сүрбек килус итенна сеттен элек сибеден депутаттарын талапты. Выбор говорабын, тоғыдетар бұл республика бұд, дөйді бұд, Каспий дейде кірген, бәйб тағаны инке сайдыда, бұл выборға қары тұттан күнігін, бар жаны бар екен, балағын 9 күнігер выборға кәліңден үңірім. Мен выборға барабын, 9 сентября барықтақпын демен бән білебін, тоғыдетақ гражданский бәйініспен тұлырықтақпын, аяндағаны. Оның тобы боласқа мен ана бар, мен болағым нарылақ тияндығын. Онна бұл инники битигер республика хайдергер нарылақ кандидаттарға голостаем демен. 25 лет целевому фонду будущих поколений. Создание благоприятных условий для развития будущих поколений. Вот главная задача фонда. За четверть века фонд внес существенный вклад в устойчивое развитие социально-экономического развития Якутии. На счету у фонда порядка 100 построенных объектов образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта, а также более 70 проектов, в реализации которых участвует вся республика. Это воспитание нового, здорового и сознательного поколения якутян, поддержка семьи, развитие юных талантов. За 25 лет фондом проделана большая работа, которая принесла свои плоды в виде одаренных детей, талантливых молодых специалистов, спортсменов, художников. Они – новые герои нашего времени, надежда и будущее Якутии. Впереди решение новых ответственных задач на благо будущих поколений. Намылугар 19 нехлекке сүрбе сәтті участоктағы қамығы евлелер, ұлы сүрдөнен 15-ші сәтті өсеттунікі бұлбырда чағылар. 339 кейі бол жоға мене қоластата, адынсыларға тәңнәдіққа бұйыл бұлбырда чықсаны білді бет. Улуска бұлбар әме 5 тағымна, республикатағы бұлбарттан ұраты манна улус бағылығын депутаттарын үс нехлек салаячтын талалар. Муниципальный тәрілі бағылықтарын бұлбара төбе фрунзы қатырып нехлектергер болар. Улуска күчін айдақ участок ден соқ, улус кенеттен дейітші денне өрі суморсыдар нехлектерге бұлбар берәйдік бұғытнан бара тұрар. Сарсыр дәрдеттен ұсты жонлар көқтіяқты күтталар. Үссіз бүйоғын үс нөмірдәқ бұлбардың участок канамнағы педагогический колледжтан үсіз сүрбес әтті ұсты жон қоластыр іспейікке бар. Олар орталарғар оған ағыз сағын толан аң бастықыдың бүйоғын үс ұтчат қоластыр. Абы елғуыттан сылжар Настя Архивова ұты кейін толырын бастықы бұлбарғар тәлі. Бүгін ағышын ісқайны болбадақ. Хасы Дағыстан, хасы дәттеттін тұрам бұд әтігер. Дойдың сайдақ тұлбар бейәдәрі чаттар әмеді оқуябыд. Намылуғын бұлбардачыларын тағынан Жокускай кораттан Тулагы, Килджем, Капитоновка, оны Кангалас бұлбардачылары кедділер. Опсы 3-600 бұлбардачы регистрацияланып кетті. Ненің бұл бейеқа бұл кенелер нам округар керенлер Илтөмен депутаттарын талыға одномандатный округ, ойна бұл партия істелегінен талықтары. Республика Салалтатайме бұл кәміне бәйі бұлбардыр участығар кәлән ұты кейін толырар. Илтөмен депутатығар кандидат Федосия Габышева түрейіп түскері дөтігар үйе білуғын өйдіген елейген ағын ұстылбардыр участығар қолыстады. Dar samai lahan soal terkait di sekolah kita, dari dunia kerja, soal terkait di sekolah kita, dari terhamatan talabat, iltimen депутаттарын, Жокускай корат мэрин, улус бахалыктарын, онна улус хебетин депутаттарын, онотон бүйхеге саңай сахабыт сирин историятыгар бир эме кере улахан саңа страница араллар дияңебін. Бүгін жан бары наха шүлен страниялар кәленлер бұлбарды хиджаллар, бұлбарды участоктар бары наха шүлен керегетеліктер. Оннаттан үйе білі ұлығығар бұл бірін фактически барды бір қолысты хиджабын.
Усалдан улугар бүгін барыта 14-тігінші сөз сүрбе бейес бұлбардачы кыттара көйдірлер. Отут алта улустағы бұлбардар участок үлелер. Бұйыл манна бұлбар алта тағымынан барар, бағылықтары сәрге, ұлыс көлге, тандаға, ұғын көлге, олықтоқ нейленне депутаттары талар. Үрідегі 506-15 нөмірде бұлбардар участок ағыз часқағыз бұйраттан жон сәрге тұғырға мұғыннан, Сарсырда 10 частағы көрдірінен нейленне бұлбарға тақсыта алта сылай 2 дәхете біргіндерінер. Продолжаем следить за ходом выборов в Якутии. Ну и сейчас вашему вниманию брифинг заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Ивана Андросова с последними данными о ходе голосования. В эфире вновь пресс-центр Центральной избирательной комиссии. Осталось 1,5 часа до закрытия избирательных участков, и мы вновь подводим промежуточные итоги. Иван Михайлович, какова явка на этот час? Добрый вечер, уважаемые друзья. На 6 часов вечера явка избирателей по республике составила 44%. И хочу отметить, что после 15 часов, значит, за эти 3 часа, значит, очень хорошая явка, я скажу, люди проявили активность. Я хочу сейчас озвучить, какие же лучше, сколько процентов явки, ну, чтобы как-то было интересно. 85% избирателей Ленька вышли на 6 часов вечера, 75% Анабарский избиратель. Верхневилюйский показал 73%, Амгинский 70%. Несмотря на то, что в населенных пунктах у них не было света. Снег, дождь, вот к вечеру у нас в Якутске дождь конкретно усилился, но тем не менее явка города Якутска составила 39%. Думаю, до вечера они явно перевалят. Значит, горный район показал 70% явки. Татинский улус 66%, Сунтарский улус 61%, Венватантайский 60%, Чураптинский 59%, Усалданский 58%, Жиганский 57%, Кобяйский 56%. Вот как раз у нас Кобяйский район на связи. Давайте послушаем. Председатель ТИК Наталья Геннадьевна. Добрый вечер. Как у вас идет избирательный и проходит единый день голосования? Насколько активны жители вашего района? Күтүләк арта бие күләгә кирде, Жокуска корот күнүгер тухайын Владимировка беһөлеген серегер җөгөй ыты күре бар булла. Манна 99 талакта өрүлүбүт сылгылар турдулар. Проект аптара Россияга билләре худугуньок Николай Полискай. Кинөсө сайын ыгыкка каласылжан айылга керетти народ җөгөй идигер сүгүрүдүн көрөн сөгөн мактаян бәйни матын туганан маннык арта биеге тутар саналам будан. Полискай талағы тутар материалы остон дойдарас кураттыргар әлбәк культура биегин туппута. Онтон билеген бу ыты күйер турбут сирен, саха сирен бир дирин солталақ кереместетнен болуға. Бу проект бехес андайдутагы саха аныгы искусствотын биеналетін чәрчісінен ытылар. Бәйтін туссылын проект химбир туғыр сылла хоруқтақ оңғылар. Олхин қандығыра идея улатын тақсан бу аңардас ағаяқ кеге әрі үрді көрді болбаққа жон әлбақ кеге тұғырғыр сірі бола үйнағына бу проект сетігілақ болар. Бүттін бары балық бірағынегар, жеген районығар кыстаттымға Путина Заполярия балықтағын күріға болла. Мағнағы фестивал манна аң бастаны кетін жағысылла қытылдығыта етекемтен тәрәйін роттрекерларынағы тағымнақ күріққа тиеуінне мұтығынан Мария Полонова сюжетігар. Омол балық өлгөмлік тақсал кемен баттаға қыстатым сілігер балықтағын күріғын фестиваля ұйдылынна. Өліөні рүзбелігер мұстығын жон шыпқан анынан аған растаны селім домын бардылар. Алғышыт ал отынаттан аяқ тұтан бар жынын алғаты. Тәрәйін өрілі адылыйта әғарда тылларттан концерттен сағаланнам. Бұл фестиваль 2-тігінші ағысыллаққа. Бастан манна бұл қыстатым сілігер отуар тәрілі біді.
Анан болоттан беги олохтах жон быгытнан основной хайыңы кемге. Наталья Геннадьевна, спасибо. Действительно, еще 1,5 часа. Думаю, что повысится у вас показатель. Наталья Геннадьевна, какие жалобы, нарушения не зафиксированы в вашем районе? Она сказала, что да, не было жалоб. Что ж, давайте продолжим. Да, значит, 57% проголосовали Кобяйский улус, Верхоянский район 55%, Момовский 55%, Нижнеколымский 54%, Абыйский 53%, 4 улуса, Верхоянколымский, Намский, Нюрбинский, Среднеколымский по 52% явка, Мегино-Кангаласский 51%, Вилюйский 50%, Хангаласский 48%, Усянский 48%, Усмайский 48% явку показали. Значит, Булунский 47%, Томпонский 43%, Алёкминский 42%, Алаиховский 42%, Аймеконский 40%. Промышленные города Алдан, Мирный и Нерюнгри показали от 30 до 33% явки. Иван Михайлович, еще вот за последние часы после нашей пресс-конференции предыдущей были ли какие-то заявления о нарушениях? Да, значит, ну, как я уже озвучивал, значит, заявления жалобы поступают, по ним работают наши юристы. И вот буквально последний час у нас на сайте «Голос нарушения» поступили 11 жалоб, по ним наши юристы работают и скоро дадут ответы. Вот давайте поясним, что это за сайт. Думаю, что многим сейчас стало интересно. На мартовских выборах и на этих выборах единого дня голосования по России работает сайт «Голос». Вот, независимая фиксация нарушений. И по ним вот буквально, как я уже озвучил, по Якутску поступило 11 жалоб и по городу Ленску. По ним наши юристы подключились и работают. И скоро будут свои объяснения. Хорошо. Ну что ж, Иван Михайлович, спасибо за вашу информацию. Наше следующее подключение запланировано на 20 часов 00 минут, как только избирательные участки уже закроют свои двери. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Что ж, я еще раз напоминаю, что в прямом эфире из Республиканского медиацентра об текущем ходе голосования докладывал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Иван Андросов.
Преодолев, казалось бы, долгий и утомительный путь от правой Унгры в верховья Средней, на 4-е сутки мы вышли к озеру Теплое и забазировались неподалеку, между озером и водопадом. Важно было отдохнуть перед сложнейшим подъемом на кряж Зверева. А потому, хоть и было уже отставание от графика, необходимо было встать на дневку. И снова пошел дождь. И на следующий день, и последующий. Каких духов мы разгневали, но у нас начался день сурка. Такой день экспедиции уже сбился со счета. Идет дождь, не переставая. Дай нам солнышко! Три дня мы просидели в лагере в ожидании солнца, так как подъем на кряж, вернее на его первую ступень, был самым сложным. Во-первых, угол подъема велик, а во-вторых, курумник, который от дождя становится очень скользким. Так что эти мокрые дни коротали как могли. Рыбачили, чинили снаряжение и съедали наиболее тяжелую провизию, чтобы как-то облегчить поклажу. А что не съели, решили оставить, а вдруг кому пригодится. Мы оставляем небольшой сюрприз путешественникам. Может быть, кто-то придет еще сюда к нам. Координаты мы чуть позже сообщим. Вот мы написали письмо. Спрячем. Там приятный бонус для путешественников, которые придут, устанут. Я думаю, им понравится. Друзья, не сдавайтесь. Идите за нашим бонусом. У нас нет лишних $100, как в Орле и Решке. Поэтому мы сделали вот такую вот посылочку. Бонус спутнику. Здесь провизия, соль, спички, немножко согревательного напитка, точнее говоря, немножко. Вот, поэтому мы его прячем между 3-м и 4-м Унгрскими озерами. Координаты напишем в конце фильма. Если вы вдруг будете здесь, обязательно загляните. Тут для вас сюрприз. Вот я вот закладываю. Все, вот такая вот у нас закладочка. Ну все, ждем. И обязательно сообщите нам, что вы ее нашли. Наши координаты там написаны в волшебном письме. Несмотря на съеденное и оставленное, рюкзаки все равно были тяжелыми для штурма первой ступени кряжа. И дабы не рисковать, решаем с первыми лучами солнца челночить. То есть сначала занести наверх провизию, найти место в седловине для лагеря, вернуться и во второй раз поднять уже оставшееся. Челночить вызвались 3 участников экспедиции, так сказать, наиболее опытные. Это Дима, Слава и Алексей. Руслан с Палычем остались дежурными по лагерю. Ну а я с Антоном отправились к водопаду с целью отснять это явление природы и начать собирать гербарий для Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии.
Научная часть нашей экспедиции начинается. Вот мы будем собирать гербарий. Мы его фотографируем. Фотографируем местность. Какой он был взятый. Аккуратненько. Вместе с корешками. Мы его оттуда пытаемся извлечь. И вот наступил день штурма. Рюкзаки наши облегчились примерно на 10 килограмм. Дело за малым – поднять себя и оставшиеся 30 на самую сложную, первую ступень – кряжа Зверева. Осторожно переступая с камня на камень, мы устремились вверх. Этот подъем занял около 5 часов, и как бонус уставшим путникам открылась фантастическая картина на долину озер Средней Ундры. Далее оказалось все проще. То подъемы, то спуски и акробатическая пешка по Коромнику. К концу дня мы добрались до места стоянки в Седловине и только успели разбить лагерь, как хлынул ливень. Так что в этот вечер костер в лагере появился лишь благодаря кропотливому усердию Палыча, а горячим ужином в этот вечер мы были обязаны кулинарным задаткам Руслана, как нельзя кстати на обдуваемой седловине хребта. На следующее утро мы тронулись в путь, понимая, что в этот день во что бы то ни стало необходимо перейти хребет, взяв его в наивысшую точку и спуститься в долину уже с обратной стороны. Так как вставать на ночлег на кряже было уже проблематично. Ни подходящего места для палаток, ни дров и постоянный ветер. И мы шли. Признаюсь, мне казалось, что это был бесконечный подъем. И какова была радость, когда мы все же взобрались на самую верхнюю точку кряжа Зверева. Переполняемые эмоциями, невзирая на усталость, мы оставили письмо, в котором каждый изложил свои мысли. Какое это было счастье знать, что больше не придется штурмовать подъемы. Хоть некоторые скажут, что зачастую спуск тоже имеет свои сложности. Но это уже было не про меня. Ноги словно сами несли меня.
мой рюкзак и привязанный за него квадрокоптер по южному склону этого величественного хребта, что некогда был прекрасной и венкийской девушкой Алдаанной, воспетой старцем в легенде. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Дети доверчивы и беспечны. К сожалению, именно они часто становятся жертвами преступления. Ответственность за безопасность детей в первую очередь лежит на взрослых. Чаще всего дети не могут сами рассказать взрослым о своих проблемах.
Постарайтесь построить доверительные отношения со своим ребенком, и вы сможете помочь ему научиться правильно вести себя в сложной ситуации. Попробуйте наладить контакт с его друзьями или их родителями. Важно всегда держать связь с ребенком. Созвездие мастеров. Если ребенок остался один дома, необходимо в старом городе объяснить ему состоялась некоторые ярмарка-выставка. Не открывать дверь чужим или малознакомым людям, кем бы они ни представлялись. А перед тем, как открыть дверь, нужно всегда смотреть в дверной глазок. На телефонные звонки с вопросом о присутствии дома родителей надо ответить, что они сейчас заняты, и спросить, кому они могут перезвонить. Если, находясь в квартире один, ребенок услышит, что кто-то пытается открыть входную дверь, необходимо громко спросить, кто там. Если дверь продолжают открывать чужие, ребенку необходимо сделать вид, что он зовет кого-то из взрослых и вызвать полицию по телефону 02, точно указав адрес. А затем с балкона или из окна начать звать на помощь. Если ребенок добирается до школы и обратно самостоятельно, необходимо объяснить ему несколько несложных правил. Ходить только по освещенным и людным улицам. Стараться ходить в группе. Не менять привычный маршрут. Обязательно звонить родителям, когда доберется до точки назначения. Подходя к дому, обратить внимание на то, не идет ли кто-то следом. Позвонить родителям и попросить встретить, или же подождать, пока в подъезд зайдет кто-нибудь знакомый. На все предложения со стороны незнакомцев нужно отвечать твердым отказом. При этом важно объяснить ребенку, что незнакомым для него является любой человек, которого ребенок не знает сам лично, даже если незнакомец называет его по имени или знает, как зовут его родителей. Будьте предельно внимательны к своему ребенку. Если у него появились на теле какие-то новые ссадины, царапины, если в его поведении появились какие-то перемены, все это должно стать для вас тревожным сигналом. Уделите ему несколько минут для того, чтобы узнать о причинах этих перемен. Помните, у вашего ребенка, благодаря разъяснительным беседам, должно сложиться доверительное отношение к сотрудникам полиции. Проверьте прямо сейчас. Ваш ребенок должен наизусть знать свою фамилию, телефоны экстренных служб, родителей или ближайших родственников и собственный адрес. Берегите себя и своих детей. Служа закону, служим народу. В эфире Якутия-24 мы продолжаем следить за развитием событий. В северных районах республики уже завершили прием голосующих участковой избирательной комиссии. Так, к этому часу уже ведут подсчет голосов Момский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский и Аймиконский районы. В целом же по Якутии осталось чуть меньше часа до закрытия УИКов. Не успевшие проголосовать все еще могут исполнить свой гражданский долг. В Верхнеколымском районе завершился процесс голосования. Закрылись все 9 избирательных участков. Началась обработка документов. На 18 часов местного времени проголосовало 1538 избирателей, что составляет 52%. Жалоб не поступало. Теперь ожидаем предварительные итоги голосования. На 18 часов, по данным ЦИК Якутии, проголосовали 43,8%. В тройке лидеров Оленёкский район. Там активность избирателей составила 85%. Далее следует Анабарский и Верхневилюйский. Здесь проголосовали 75% и 73% избирателей соответственно. Зафиксировано 20 жалоб. Ну а в промышленных районах республики избиратели были менее активными. Так, в Алданском районе на 18 часов проголосовали чуть более 33% избирателей. В Нерюнгре чуть более 30%, в Мирнинском 32,3%. Отметим, что показатели Ленского района являются самыми меньшими по сравнению с остальными районами республики. Здесь проголосовало чуть более 29% избирателей. В Якутске проголосовали 77 тысяч человек. Это 39% от общего числа избирателей. Данные на 18 часов озвучила Алла Самойлова, председатель ТИК Якутска. На 20 участках явка перевалила за 50%. Напомним, в Якутске зарегистрированы 193 тысячи избирателей. Кроме главы Якутии и депутатов Госсобрания предстоит выбрать мэра столицы республики и новый состав городской думы. Добавим, на участках Якутска установлены 36 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Предварительные итоги выборов с этих участков станут известны ближе к полуночи. В Алданском районе борются за явку избирателей. Традиционно здесь она чуть больше 40% от общего числа электората. На месте за ходом выборов следят наши алданские корреспонденты.
Ветеринарный врач Галина Гайдукова накануне 9 сентября получила травму ноги. Из-за этой неприятности она не в состоянии была самостоятельно добраться до избирательного участка, хотя желание выразить гражданскую волю было. Поэтому к ней в ветеринарный кабинет приехала выездная бригада из членов участковой избирательной комиссии и общественных наблюдателей. В основном люди это по болезни, либо очень пожилого возраста. Сегодня с 10 часов мы уже объехали 10 человек. И у нас по списку еще человек 40. Поэтому я думаю, что до вечера будем ездить активно. А в поселке Нижний Куранах избирательный участок открылся на час раньше, в 7 утра. Это было сделано по разрешению территориальной избирательной комиссии по причине вахтового метода работы в градообразующем предприятии «Полюс Алдан». Впрочем, желающих проголосовать с момента открытия участков в 8:00 было немало. Участок у нас сегодня с разрешения ЦИКа открылся на час ранее, и с 7 утра большое количество людей посетило участок. На данный момент проголосовало уже достаточное количество человек. Стоит отметить, что в Алданском районе выборы многоуровневые. Помимо голосования за кандидатов на пост главы республики и депутатов госсобрания ЛТМН, алданский электорат также голосует за кандидатов на должность главы района и депутатов в районный совет. Таким образом, на избирательном участке люди получают по 5 бюллетеней, просматривают их внимательно, чтобы отдать свой голос за своего кандидата, что иногда создает очереди возле кабин для голосования. Несмотря на это, выборы проходят спокойно, наблюдатели не выявляют нарушений. Все хорошо у нас, все проходит. Комиссия очень хорошая, наблюдатели внимательные, поэтому все хорошо. На 15:00 явка по району составила 26,15%. В марте на выборах президента страны на этот же час она составляла 46,4%. Спад активности очевиден, однако даже те избиратели, которые пришли на выборы, сегодня голосовали иначе. Можно вас на секундочку? Вы всегда ходите на выборы? Да. Как вы считаете, на этих выборах какая будет явка избирателей? Без понятия, может, я не знаю, но процентов 30-40, не более. Потому что Единой России никто не верит. Она обманная. Обещает одно, делает совсем другое. На 6 вечера явка алданского электората немного подросла, но все же не до уровня показателей мартовских выборов. Остается ждать, какими будут цифры на момент закрытия избирательных участков. Напомню, в целом на выборах президента Российской Федерации явка в Алданском районе была зафиксирована на уровне 62,3% от общего числа электората. И это была самая высокая статистика за последние 10 лет. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Ну а сегодня в Жиганском районе в 8 часов открылись 5 избирательных участков с Костатыами в Бестяхе, Бахынае и 2 в Жиганске. Всего в списке избирателей внесено 3243 человек. Кроме выборов главы региона, народных депутатов и главы Жиганского наследного совета, жители райцентра сегодня решат, будет ли принят сухой закон в поселке Жиганск. Ведь уже все 3 поселения имеют статус территории трезвости. С 20 по 23 августа члены участковых избирательных участков Жиганска и Костатыама провели досрочные голосования в отдаленных и труднодоступных местностях на вертолете. В оленеводческих стадах, геолого-поисковой партии, метеостанции своим правом голосования воспользовались 374 избирателя. Также жители Жиганска сегодня проголосовали за отмену продажи алкоголя в поселке. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я прежде всего мама, поэтому меня волнует прежде всего будущее и детей, и внуков, и вообще будущее Жиганска. Нужно принимать какие-то меры, потому что положение у нас действительно очень сложное. Реализация объема очень большие. Если вычесть детское население, то выйдут очень большие объемы. Вот сейчас, которые в газете печатались данные, значит, более 44 этих бутылок крепкого алкоголя реализовано здесь, я не знаю, за полугодие или за 7 месяцев, но в любом случае, если на каждого человека перевести взрослого, то выйдет очень много. Единый день голосования в Тампонском районе выбирают наряду с республиканским уровнем выборов депутатов райсовета и поселка Хандыга. Подробности в материале Марии Винокуровой.
В Тампонском районе 9 муниципальных образований. Работает 16 избирательных участков. 4 из них находятся на территории Хандыги. Общее количество избирателей в районе составляет 9033 человека. Досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях проголосовало 111 избирателей, в том числе на вертолете 59 оленеводов из села Тополиное. По Татинско-Тампонскому одномандатному избирательному округу номер 32 баллотируются 3 кандидата. Протодьяконов Михаил Александрович от политической партии «Справедливая Россия», Лебедев Виктор Николаевич от «Единой России» и Князюк Максим Михайлович от ЛДПР. По данным территориальной избирательной комиссии, в 15 часов проголосовало 3203 избирателя, что составило 35,46%. День дождливый, а выборы – это смена власти, новые идеи, новые лица, которые будут выдвигать новые программы для развития республики, для развития нашего района. Вот это и есть выборы. Несмотря на дождливую погоду, люди с веселым настроением идут на участки. Этому способствует и работа агитбригад с концертной программой «Твой выбор», выездная торговля, памятные сувениры от избирательных комиссий. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Ну а теперь о ситуации на избирательных участках Нерюнгринского района. В данное время в районе продолжается голосование по 34 избирательным участкам. 21 из них работает в самом городе Нерюнгри. Досрочное голосование отдельных категорий избирателей завершилось 30 августа. Всего тогда проголосовало 515 человек. Напомним, всего в Нерюнгринском районе зарегистрированы 55 345 избирателей. По сводкам Нерюнгринской ТИК на данный момент итоги предварительного голосования следующие. На 18 часов у нас в районе проголосовало 16 887 избирателей, что составило 30,51%. Но мы считаем, что для нашего города это пока не так, это плохо. Нарушений с поступлением жалоб или заявлений письменных в избирательной комиссии нет, не зафиксировано. На отдельных участках, таких как Золотинский, Эльгинский, явка уже превышает 80%. Почти большая половина избирателей уже проголосовала в поселках Иенгра и Хатыми. На многих участках в городе выстраиваются очереди для получения бюллетеня у членов УИК и перед кабинками для голосования. Нынешние выборы в нашем районе очень сложные. Начнем с того, что каждый избиратель получает 6 бюллетеней. Сложность в том, что в одном из бюллетеней нужно проставить 5 знаков. 1 или 5, но не более. Но так как мои работники, члены нашей комиссии, они все молодцы, я ими горжусь просто по праву, разъясняют, показывают. У нас очень много наглядной информации. И дополнительно объясняем. В общем-то, проблем с этим не было. В большей степени с самого утра, по словам наблюдателей, голосуют люди старшего поколения. Явка представителей молодежи наблюдается к вечеру. Мы тут с моей подругой пришли голосовать. Хоть и ветрено, и холодно на улице. Мы прекрасно понимаем, что наши голоса будут учтены, поэтому болеем за нашу республику, за судьбу нашей республики. Проголосовала за кого хотела. Пусть работают продуктивно и поднимают нашу родину. Я уже давно решила для себя, кого избирать, поэтому проголосовала быстро. В основном за процветание нашей республики. На избирательных участках в основном атмосфера позитивная. Никаких нарушений не зафиксировано. Результат выборов на данный момент предсказать невозможно. Мы следим за развитием событий, за ходом голосования в Нерюнгринском районе. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а теперь к Ленску, где по последним данным наблюдается самая низкая явка во всей республике. Несмотря что в этот день ленчанам предстояло выбрать наряду с главой республики и депутатами Госсобрания Элтумен также выбрать депутатов районного совета. И жителям поселка Витим предстояло выбрать и главу поселка. Активно ленчане начали голосовать только после обеда. Жители в приподнятом настроении приходили на избирательные участки, выражали свое мнение и делали свой выбор. Выборы, конечно, для меня уже дело-то привычное. Лет мне порядочно, но я голосую всегда. Ни одних выборов я не пропустил. Я сейчас отдал 5 своих голосов, 5 бюллетеней. И считаю этих людей, которым я отдал свою птичку,
эти люди очень надежные. По данным территориальной избирательной комиссии, на 17 часов в выборах приняло участие 29% избирателей Ленского района. Это 7400 человек, тогда как в списке зарегистрировано 26 255 человек. По городу избирателей с правом голоса зарегистрировано чуть больше 17 тысяч, проголосовавших на данный момент 4500. Традиционно у нас хорошо голосуют это жители села Бичинча 65% и села Натора 58%. Но там достаточно высокая явка всегда. По городу лучше всех голосуют избиратели Центрального района. Достаточно хорошо голосуют жители поселка Витим. У них явка выше, чем в городе, 33%. Но здесь объяснимо, потому что жители поселка Витим, кроме жителей района, голосуют еще по выборам главы поселка Витим. Самую низкую явку показывает поселок Пеледуй и 3 городских участка. Таким образом, пока Ленск входит в число муниципалитетов с низким уровнем явки. Впрочем, явка на протяжении нескольких лет не превышает вышеуказанный процент. Согласно процедуре в участковых избирательных комиссиях, подсчет голосов избирателей начнется после окончания голосования и будет вестись без перерыва до установления результатов. Предварительные итоги выборов будут обнародованы завтра утром. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня с самого утра на главных площадях столицы проходят праздничные мероприятия. В эти минуты в Якутске на площади Ленина начинается концерт звезды российской эстрады Александра Панайотова и участников шоу «Танцы» на ТНТ. И сейчас на прямой связи с концертной площадки наш корреспондент Анастасия Данилова. Настя, привет! Как встречают гостей из Москвы жители Якутска? Алексей, добрый вечер. С минуты на минуту состоится концерт российского исполнителя, финалиста шоу «Голос» и «Стань звездой» Александра Панайотова. Артист в Якутске прибывает впервые. Здесь он исполнит нашумевшие хиты «Необыкновенная» и «Небеса». Но помимо Александра Панайотова здесь слышны крики фанатов, участников проекта «Танцы» на ТНТ. Среди прибывших звездных танцоров можно встретить Вячеслава Петренко, Баину Басанову и Юлианну Копцеву. Здесь атмосфера очень волнительная. Якутяне ждут, не дождутся своего кумира. Несмотря на дождь и пасмурную погоду, которая к вечеру становится еще более нетерпимой, на столице, на площади собралось очень много его слушателей. На этом у меня пока все. Алексей. Настя, как ты думаешь, что ты думаешь из репертуара Александра Панайотова станет такой наиболее пиковой частью его концерта? Алексей, мне кажется, из репертуара Александра Панайотова жители больше всего ждут композиции «Необыкновенная» и «Через нити». Я уже слышала здесь несколько мотивов от жителей столицы. Думаю, они будут рады услышать эти хиты. А с каким настроением люди идут на концерт? Настроение у слушателей Панайотова волнительное. Чувствуется, что зрители ждут своего кумира и напевают его песни. Спасибо большое. Я еще раз напомню, что с центральной площади Ленина в городе Якутске была наш корреспондент Анастасия Данилова. 10 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили сегодня квартиры по федеральной программе. В районе ДСК города Якутска в День города состоялось торжественное вручение ключей от квартир. Дом построен домостроительным комбинатом. В нем 159 квартир. В 100 из них планируется заселить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Площадь квартиры составляет 24 квадратных метра. Очень рада, что вот наконец получили свою квартиру, свою жилплощадь. Можем жить уже своей семьей. У меня маленький ребенок и супруг. И что можем уже заняться совместной жизнью, идти дальше, не стоять на месте, не скататься по съемным квартирам, также там жить отдельно. А уже можем полноценно жить в своей квартире и стремиться дальше, к новому и к лучшему. Ну а днем на площади Ленина прошел фестиваль «Якутск танцующий». Подобный фестиваль проходит в Якутске впервые. Подробности в сюжете Анастасии Кобызевой. Ненастная погода не помеха. 11 лучших танцевальных коллективов порадовали горожан своими зажигательными танцами.
Танцу все возрасты покорны. Наравне со взрослыми танцевали и детские коллективы. Подростковый клуб «Автобус радости» порадовал зрителей современными направлениями. Ну, я сначала был новеньким, и меня сразу учили брейку. Потом я ничего не понимал, и меня помогали друзья, поддерживали. Я все это могу. Были и необычные танцы. Трайбл – импровизация танцев в этническом стиле. Сочетает восточный танец живота, традиционные индийские танцы и испанский фламенко. Этот танец популярен абсолютно по всему миру. Он отличается, уникален тем, что он полностью импровизационный. И создан он вообще в Соединенных Штатах Америки. Вот, полностью импровизационный, танцуется только в группе. И у него уже есть очень много разных ответвлений. Показать красоту танца помогают сагаты. Такой музыкальный инструмент может иметь разное звучание. От мелодичного звона до резких щелчков. Можно разные ритмы обыгрывать. Ну и так далее. Очень отрада то, что в нашем городе работают, функционируют студии, школы для взрослых, для детей и радуют наших горожан. Танцевальные коллективы радовали горожан целый час. В ненастную погоду это оказался самый лучший способ согреться. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну, я прощаюсь со зрителями телеканала НВК «Саха». Для зрителей телеканала «Якутия-24» далее в эфире прямая трансляция с Центра избиркома Российской Федерации. Сергей Никонорович Сироткин. Алексей Михайлович, я вас вижу, но еще не слышу. Добрый день, Сергей Никонорович и Александр Николаевич. Добрый день. Короткий вопрос. Да. Нам осталось до закрытия участков меньше часа уже, правильно я говорю? Ровно час остался, Сергей Никонорович. Да? То есть, да. Выборная... Были ли серьезные замечания, жалобы, недостатки? Были ли проблемы? Слушаем вас. Так, ну у нас, начну с погоды, да, как все. Погода у нас в Якутии осенняя, сильный штормовой ветер, на севере уже лежит снег. Снег идет даже у нас в Якутске и в центральной Якутии. Но несмотря на суровую погоду, люди с самого раннего утра пошли на избирательные участки, и на участках царит праздничная атмосфера, потому что у нас в Якутске день города, на площадях концерты, различные мероприятия, люди идут голосовать семьями. В 8 утра я открыл онлайн-марафон в единый день голосования в республиканском медиацентре. И я и мои работники через каждые 3 часа вот ходим в медиацентр и освещаем ход голосования в медиацентре, чтобы через средства массовой информации информировать и держать в курсе всех жителей республики. Ну, у нас, как вы знаете, выборы в этом году масштабные. Вот за последние четверть века еще не было таких масштабных выборов, потому что обе выборные кампании республиканские вот совпали в этом году. То есть выборы мы выбираем не только главу республики, но и наших народных депутатов республики, то есть депутатов Государственного собрания Илтумен. Также у нас в столице республики, в городе Якутске, тоже жители столицы изберут мэра города
а также 30 депутатов городской думы города Якутска. Алексей Михайлович, да? Вы меня слышите? Да, слушаю. Хорошо. Слушаю. Смотрите, у нас есть небольшой сюжет, подготовленный вашими коллегами из Якутии. Там хорошие виды, события интересные. Я так понял, что у вас совпало с Днем города, выборы тоже так же, как в Москве. Поэтому я вот что предлагаю. Я предлагаю сейчас включить вот видеоряд, который будет идти. Ну и вы будете комментировать какие-то вещи и, может быть, информацию, которая у вас есть, тоже поделитесь с нами. Но я бы не хотел, чтобы видео, которое у нас есть, пропало просто так. Не будете возражать? Хорошо. Давайте. Конечно. Да, вы сначала посмотрите. Да, вот все. Мы вас слушаем, Алексей Михайлович. Так, ну это звук на этом видеоряде вот звук приберите. Видны цены, вот как идет вот праздник Дня города, а также избирательные участки столицы республики, как люди, несмотря на такую ненастную погоду, дружно шли голосовать семьями. Вот даже вот по изображению видно, что люди тепло одеты. И вот несмотря на такую погоду, голосование идет. То есть люди пошли голосовать дружно. А какая явка предварительная есть у вас? Хоть несколько цифр можете назвать, Алексей Михайлович? Да, явка на 6 часов вечера, то есть на 18 часов 43,8%. А в столице республики 39%. Но это вот на 18 часов такая явка. Что еще там у вас есть для нас интересного? Так, ну я могу рассказать это самое. У нас на выборах главы республики 4 кандидата участвуют, а на выборах народных депутатов республики по одномандатным округам участвует в выборах 125 кандидатов, а по партийным спискам 303 человека. Кандидатов на главу города Якутска 9 кандидатов, представляющих 9 разных партий, и на депутатов Якутской городской думы 65 человек по одномандатным округам и 155 по партийным спискам. Ну, конкуренция-то есть, Алексей Михайлович, я прошу, я буду вам вопросы задавать. Конкуренция есть, а жалобы-то есть? Если есть, много ли и есть ли серьезные? 15 обращений вот в этом сегодня поступило, и из них таких серьезных таких жалоб нету, и подавляющее большинство обращений мы оперативно уже рассмотрели, и большинство из них не подтверждаются. Ну, у вас очень красочно там, я смотрю. Спасибо. Спасибо за видео. Алексей Михайлович, большое спасибо. Работа продолжается. Мы с вами еще свяжемся. И вот Сергей Никонорович еще что-то хочет сказать. Алексей Михайлович. Да. Слышите меня? Тоже хочу поблагодарить вас за ваше видео, которое вы прислали, за экспромт по комментарию, с которым вы успешно справились. Это говорит о том, что вы владеете ситуацией и погружены в тему полностью. Осталось последнее — провести правильный подсчет голосов. И самое главное, учитывая опыт из прошедших выборов, оперативно реагировать на все жалобы и заявления, которые поступят от избирателей политических партий. Не затягивать в долгий ящик. Чем быстрее вы это дело будете закрывать, и причем публично, тем эффективнее этот процесс будет идти. Желаю удачи вам. До встречи скорой. Спасибо большое, Сергей Никонорович и Александр Николаевич. Спасибо вам, Сергей Николаевич. Большое спасибо.
Ленский район, 85% которого покрыто лесами, широко известен в нашей республике как один из ведущих центров лесозаготовки и деревообработки. Площадь лесного фонда составляет порядка 7,5 тысяч гектар. Традиционно в районе производится деловая древесина, пиломатериалы, работают лесоперерабатывающие предприятия. К сожалению, в последнее время наблюдается снижение объемов заготовки леса и производства пиломатериалов. Основная причина – проблема сбыта продукции, неизученность лесного фонда, недостаток инвестиционных, оборотных ресурсов, отсутствие лесовозных дорог, технологий по переработке отходов производства пилопродукции, который составляет около 50%. В Ленском районе более 10 организаций, работающих в лесной отрасли. Большая часть из них – это небольшие частные предприятия в поселениях, и лишь 3 из них – городские. 3 из них городские. 3 из них – 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 городские. 3
Скажем, в Ленске таких крупных это у нас ЗАО «Юпитер», потом «Баргузин». Ну, там и есть маленькие предприятия, ЧПшники, да, частные предприятия маленькие, это, скажем, в Южной Неве, в Ленске. Но их, наверное, 5-6 предприятий небольших таких, небольшим объемом. Ну, даже наши, скажем, предприятия, как «Юпитер», там, «Баргузин», конечно, они требуют модернизации, современной технологии, современного оборудования. Ну, соответственно, я думаю, что у них есть возможность дальше развиваться, работать, их, в принципе, никто не собирается им мешать. Наша помощь тоже на сегодняшний день оказываем финансовую помощь, кредитную помощь этим предприятиям. Но хотелось, чтобы они все-таки свои пускай объемы увеличивали, площади расширяли. Как уже сказал глава района, предприятиям лесозаготовки и переработки постоянно оказывается финансовая помощь в виде субсидий. Сегодня администрация района сама начала вести и поиск клиентов. Но только мы кредитуем их, выделяем финансовые средства, но ищем сегодняшний день клиентов. Сегодняшний день есть потребность, скажем, пиломатериал, который мне люди, скажем, просят главы других регионов, скажем, районов, улусов. Но у наших предприятий нет возможности сегодня такой объем выдать на гора. Люди готовы покупать, но для этого надо, чтобы наши предприятия увеличили свой, скажем, свой товарооборот. Вот сейчас будем рассматривать, какая им помощь требует, дополнительно можем оказывать финансовую помощь. Наиболее успешно в этой отрасли уже много лет работает ЗАО «Юпитер» и «Баргузин». «Баргузин» имеет более чем 25-летнюю историю развития. Предприятие начало свой путь в 1991 году с небольшой пилорамы на заброшенном пустыре рядом с небольшим болотом. Началось развитие, думали, все пошло. Но наводнение 1998 года фактически смыло «Баргузин», уничтожив все, что собирали с миру по нитке. И снова пришлось начинать сначала. Ставить котельную, гараж, ремонтный бокс, раскожировочно-сортировочную эстакаду. В общем, история создания предприятия насчитывает около 30 лет. Вот здесь, на этой территории, в начале 90-х, на заболоченной местности, на пустыре, по сути дела, среди тайги было создано предприятие «Баргузин». Его основатели 3 человека. Ну, вот во главе этого предприятия более 28 лет стоял мой супруг Юрий Анатольевич Соловьев. И вот то, что вот сейчас мы имеем здесь, на этой территории, это его прямая заслуга и 2 его коллег, Вячеслава Кириенко и Ивана Серкина. То есть без какой-то поддержки, без каких-либо, так сказать, там преференций, протекций, субсидий и так далее. Развитие шло, конечно, непросто, потому что на голову «Баргузина» пришлось, так сказать, 2 сокрушительных наводнения. Это 98 и 2001 годов, когда предприятие буквально было смыто вообще с лица земли. И так вот методично, упорно, упрямо даже снова и снова вставали с колен. В итоге сегодня «Баргузин» – это коллектив из 35 работников – лесозаготовителей, водителей, раскожировщиков, сортировщиков и многих других. Все кадры местные, получившие стабильную работу, а вместе с ней хорошую заработную плату и полный социальный пакет. Это вообще стабильный коллектив. У нас практически отсутствует текучесть. Ну, есть определенные, конечно, моменты, потому что производство вообще в лесной отрасли – это достаточно тяжелый бизнес, это очень бизнес-затратный, да, он во всех смыслах такой нелегкий, да. И вот костяк предприятия составляют те люди, которые пришли сюда, на эту территорию, как раз вот, повторяю, около 30 лет назад. У предприятия десятки договоров, география которых уже давно не ограничивается только Западной Якутией. Продукция «Баргузина» поставляется на стройки в город Мирный, Нюрба, Сундара, Алёхинска. А помимо этого в соседние регионы. По показателям заготовки и переработки леса в районе предприятие занимает 2-е место. Постепенно заготовка круглого леса, вообще деловой древесины, с 5000 кубических метров, значит, сейчас выросла до 25 вот за все эти годы. Конечно, путем такого постоянного труда, работы бесконечной такой, вот, потому что производство требует постоянной, что называется, финансовой подпитки, технической поддержки, ну это вообще масса всевозможных таких проблем, которые приходится решать ежедневно.
Производство опилопродукции, значит, также у нас возросло на сегодняшний день до 12-14 тысяч кубометров в год. Ну, среди наших клиентов вообще крупные компании, и компании нефтегазового комплекса, компании «Алроса», компании, которые базируются на территории как Республики Саха-Якутия, так и за ее пределами. То есть за все эти годы у предприятия «Баргузин» была создана неплохая общеделовая репутация. Предприятие прошло техническое перевооружение. О пережитках прошлого и старой пилораме, которая 20 лет работала днем и ночью без перерыва и выходных, здесь уже ничего не напоминает. Сегодня на территории Баргузина современный лесопильный цех с новым оборудованием, ремонтный бокс, своя котельная, которая работает на отходах собственного производства, а также новая раскрыжировочная сортировочная эстакада. У нас вообще законченный цикл от лесозаготовки до вывозки деловой древесины с деляны, значит, до выпуска пилопродукции. Ну, в номенклатуре у нас несколько наименований. Те, которые пользуются особым спросом. Это и брус, и доска, и лафет, и брусок. Ну, то есть вот все то, что, так сказать, у нас в течение этих лет уже оправдало, так сказать, надежды наших потребителей, наших покупателей. Сегодня Баргузин продолжает наращивать потенциал, развивается производство. Вот считайте, мы с 5 тысяч дошли сегодня до 25 тысяч, да, а дальше, значит, увеличение, во-первых, и производства деловой древесины, естественно, выпуска пилопродукции, и дальше совершенствование этого производства, то есть переход уже на другую, так сказать, цепочку, такую техническую в плане заготовки леса. Вот у нас на сегодняшний день имеется валочная машина «Харвестер». Значит, это как раз вот тот самый механизм, который позволяет экономить людские ресурсы, когда в лесу могут работать 2 человека. И следующий момент, «Харвестер» работает в паре с форвардером, это подборщик так называемый, который самостоятельно этот лес, что называется, грузит и вывозит на погрузочную площадку. То есть вот получается вот этих 2 механизма. Но это удовольствие дорогостоящее. И для предприятия очень накладное, так как бизнес сезонный. Спрос в зимний период на пиломатериалы падает. Финансовой подпитки, как объяснила директор предприятия Марина Балагурова, не хватает. Конечно, за долгие годы работы руководителю и ее коллегам удалось нарастить объемы выработки. Но Марина Балагурова убеждена, что если бы на рынке кредитования страны действовали другие правила, ситуация в сфере частного предпринимательства тоже была бы совершенно иной. То нам, естественно, нужна подпитка вот именно финансовая. Но, к сожалению, банки как-то очень неохотно откликаются на это, потому что не знаю по какой причине. Вот. И вот это основная проблема. Вот как раз, и, естественно, дальнейшее развитие производства. Мы планируем открытие цеха производства погонажных изделий, но это тоже связано с финансовыми вливаниями. А финансы достаются здесь, скажем так, не очень легко. Тем более, что мы завязаны определенными еще обязательствами перед кредитными обязательствами, скажем так. Вот в современном, вообще не только в современном мире, а вообще всегда это вот, аксиома, что производственное предприятие не сможет существовать и развиваться без кредитов. У нас малое предприятие, вот. И поэтому под малое предприятие нужна, наверное, особая такая вот кредитная политика. Вот она есть, но пока как-то так несколько неуверенно, не, скажем так, не настолько активно вот именно поддержка малых предприятий вот с численностью до 50, до 100 человек и с таким вот, скажем так, небольшим балансом по итогам года, каким является наш Баргузин. Вот поэтому вот это вот, наверное, основная проблема. По словам Жумарта Абельманова, в настоящее время идет работа над этим вопросом. Разрабатывается проект программы развития лесопромышленного комплекса Ленского района, где предусматривается еще ряд мер поддержки в виде субсидий и льготных кредитов с низкой процентной ставкой. По сути говоря, наш Ленский район, он богат лесными фондами, да, по сути говоря. Поэтому на сегодняшний день развитие лесного комплекса, она стоит остро, но это в связи с сокращением, скажем, оптимизации предприятия «Алроса», скажем, с сокращением, с объединением первой и второй автобазы,
Но есть очень большая потребность в рабочих местах. Поэтому сегодня мы эту тему отрабатываем. На самом деле, я думаю, что это будущее Ленского района лесопромышленный комплекс. Сейчас мы по ходу разрабатываем, уже хотим до Нового года разработать уже твердую программу развития. Плюс сегодня мы попросили специалистов нам дать полностью запасы лесных скажем, кварталов, где мы можем заготовить лес, чтобы понять, какой объем реально есть, на какой срок и что мы с этого будем иметь. Соответственно, после этого мы будем разговаривать уже и с правительством, и с инвесторами, привлекать инвесторов. Когда программа сама сформируется до Нового года, я думаю, что в 2019 году мы эту программу начнем уже реализовать. Я понимаю, что это опять скажем, дополнительные доходы в бюджет, это рабочие места, но, соответственно, это снимает нас социальную напряженку. В рамках программы планируется создать муниципальное предприятие, которое будет заниматься переработкой и заготовкой леса в больших объемах, что в дальнейшем позволит работать на экспорт, привлекая инвесторов с крупных городов России. Курение вред здоровью. Вызывает заболевания легких, сердца, печени. Никотин, содержащийся в табаке, провоцирует рак, нарушает нервную систему. Единственное, наиболее важное, что можно сделать для здоровья, это бросить курить. Гипертония протекает бессимптомно. Инсульты, инфаркт миокарда, сердечная, почечная недостаточность – все это следствие гипертонии и серьезная опасность для жизни. При повышенном артериальном давлении немедленно обратитесь к врачу. Предупредите развитие гипертонии своевременно. Избежать ее можно профилактическими мерами.
Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениете, квартиру. Гаврил, привет. Ну, во-первых,
вернули ДНК мамонта, восстановили его через компьютер и ввели в клетку слона. Вот что мы сделали. Нам нужен слон, который не будет бояться холодов. В конечном итоге мы можем создать мамонта для того, чтобы достичь первостепенную цель – сделать слонов устойчивыми к морозам и сотрудничать в дальнейшем в разработанной единой системе. Чтобы выдерживать низкие температуры, его кровь должна доставлять кислород даже несмотря на мороз. У него должна быть густая шерсть, что, как вы знаете, характерно для мамонтов. Толстая жира и маленькие уши. В общей сложности порядка 44 изменений в генетике обычного слона. Квартиру. Гаврил, привет. Ну, во-первых, поздравляю.
Итак, мы продолжаем следить за ходом голосования в Республике Саха-Якутия. Ну и буквально несколько секунд назад все участки участковой избирательной комиссии в нашей республике закрылись. И начинается предварительный подсчет голосов, гашение бюллетеней и прочие мероприятия к предстоящему подсчету, подведению итогов голосования. Ну и сейчас на прямой связи из Республиканского медиацентра брифинг с участием заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Ивана Андросова. Итак, прямой эфир, пожалуйста. Добрый вечер. В эфире пресс-центр Центральной избирательной комиссии. В студии заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Иван Михайлович Андросов. В эту минуту закрыли двери избирательные участки по всей Якутии. Выборный день подошел к концу, и у нас начинается подсчет голосов. Иван Михайлович, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, дорогие жители республики, уважаемые избиратели. Ну вот и 20 часов наступили. По закону все 795 участковых избирательных комиссий закрыты и приступили к подсчету бюллетеней и составлению итоговых протоколов голосования. Да, ну сегодня погода осенняя, сильный штормовой ветер. На севере уже стабильно лежит снег. Шел снег и в Якутске, и в Центральной Якутии. Но, несмотря на это, люди с самого раннего утра пришли к избирательным участкам. В городе Якутске в связи с Днем города праздничная атмосфера. Люди шли семьями голосовать, исполнять свой гражданский долг. Я уполномочен сегодня поблагодарить всех тех, кто принял участие на этих беспрецедентных выборах, которые исполнили свой гражданский долг. Значит, по жалобам, жалобы, обращения на сайте «Голос», их 16 по состоянию на 8 вечера. По ним идет... В этом видео я скажу о зуме Хичкока. Всем привет! Проверка и работа. По 7 обращениям уже отвечено, а другие обращения еще обрабатываются. Напрямую приносились жалобы в Центральной избирательной комиссии. По ним тоже наши работники принимают решения. Некоторые отсылают территориальной избирательной комиссии Якутска, районов. Вот. И по ним тоже будут приняты соответствующие решения. Что хочу сказать, что примерно около 300 тысяч жителей республики изъявили, стали участниками избирательного процесса. Вот. И в связи с тем, что многослойные беспрецедентные выборы, бюллетеней очень много, поэтому предварительное подведение итогов и озвучивание первых предварительных результатов состоится в 3 часа ночи. Вот. И следующий пресс-подход состоится 10 сентября в 10 часов здесь же. А предварительная пресс-конференция в целом по предварительным итогам голосования состоится 11 сентября здесь же в 10 часов утра. Я на этом завершаю свое выступление. Еще раз благодарю всех, кто принял участие. Спасибо вам. И всего доброго, солнечной погоды.
Иван Михайлович, спасибо. Я напоминаю, что следующее подключение с предварительными итогами у нас состоится в 3 часа ночи. И завтра, уже 10 сентября, также утром будут уже оглашены также предварительные итоги. Всего доброго и до встречи в эфире. Надежность, безопасность, модернизация. Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» продолжает работу по обновлению объектов. В эти дни идет модернизация на территории Намского района. Рабочая бригада линейно-производственного управления магистральных газопроводов выехала в село Намцы для демонтажа старой ГРС, прослужившей добрую службу более 30 лет. Она у нас проработала с 1984 года. И в этом году решили ее ликвидировать. Данная станция является опасным производственным объектом, поэтому мы проводим ряд мероприятий. Первое – это отключили от сети газоснабжения, стравили весь газ, который находился в станции. И сейчас уже приступаем к демонтажу. Мы будем перевозить данный блок ГРС в город Якутск. Также есть у нас здание котельной, и здесь расположена у нас операторская.
На месте работает бригада из 3 слесарей, 1 крановщик, 2 водителя большегрузного транспорта. Работа идет в несколько этапов. Сейчас рабочие уже на стадии завершения и полной отгрузки объектов. Отметим, что прежде чем демонтировать старую ГРС, руководство держало ее в резервном источнике, пока не убедилось в надежности новой станции с более мощной производительностью и высоким классом безопасности. В этом году принято окончательное решение демонтажа с целью исключения из реестра опасных производственных объектов. Станция вообще обслуживала порядка 7 сел. То есть ответственность очень большая, поэтому режим работы станции круглосуточный, и здесь операторы дежурили круглые сутки. Новая станция расположена неподалеку. Она снабжается природным газом с новой второй нитки магистрального газопровода, построенного 2 года назад. В новой типовой ГРС работают 4 оператора, сменяясь через каждые сутки. Оператор ГРС Илья Слепцов работает в родном Улусе со времен первой подачи природного газа, еще с конца 80-х годов. Контроль и бдительность для него не просто слова, а ежедневная рабочая обязанность. У нас график по 12 часов работаем, это значит с 8 до 8 вечера. Потом подменяемся. Производим прием и сдачу смены, проверяем загазованность. Там самый главный аспект нашей работы, чтобы станция там не загорелась, там не было утечек. Проверяем первым делом загазованность, расход газа, там давление, которое подаем потребителю. И самая одоризованность. Новая станция снабжает природным газом 8 населенных пунктов Намского Улуса. По сравнению со старой ГРС здесь и условия работы лучше, и эффективность мощнее, отмечает опытный оператор. Данные передаем диспетчеру в день, каждые 4 часа передаем диспетчеру, центральную диспетчерскую службу. И передаем там давление входное, выходное, температуру газа и это самое температура окружающей среды, там как там лесные пожары, как там относятся, Замена станции прежде всего нам дает эффективность, безопасность и безотказность нашей работы, и в таких условиях нам очень нравится работать. Полный демонтаж старых станций, построенных в 80-е годы, только начался. Такая же модернизация ожидается и в других улусах. Напомним, на данный момент Сахатранснефтегаз подает голубое топливо 98 населенным пунктам республики. Газовики всегда на страже надежного обеспечения природным газом. В столице республики полным ходом идет работа по обновлению газовых артерий, проложенных в 70-х годах прошлого столетия. Ремонт ведется по согласованию с дорожным хозяйством администрации города, параллельно с укладкой нового асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. В эти дни рабочие бригады работают в Сайсарском и Заложном округах. В данное время мы работаем на 2 больших участках. Это первое по улице Чайковского и Чайковского, Кеши Алексеева, Якова Потапова. И сейчас на данное время находимся на объекте Тимирязева. У нас она разбита на 2 этапа. Первый этап был в прошлом году сделан. Там проложили низко-высокого давления 2 газопровода. А сейчас нынче делаем второй этап, получается, от Дежнева до Байкалова. И от Дежнева до Чапалова должны сделать. Дежнева мы проходили горизонтально направленным бурением, там так как проложен новый асфальт. А здесь проходим открытым способом, потом будем восстанавливать дорожное полотно, дорожно-асфальтовое полотно. Оперативная работа идет благодаря технологическому перевооружению всей автотранспортной спецтехники управления газораспределительных сетей. Внедряются новые технологии, ведь основная задача заключается не только в замене старых газопроводов, но и в увеличении пропускных способностей сетей. Новая, это есть новая труба. И диаметр там побольше получается будет. Это 426-я, у нас 530-я труба. То есть мощности больше? Мощность больше, да, получается. Город растет, и это потребление все равно больше.
Замена газопроводов подразумевает большой объем работы, включающие земляные работы, демонтаж и монтаж труб. Работу усложняют наличие различных коммуникационных сетей, поэтому приходится зачастую работать вручную. Там, где проходят сети, газопроводы пролаживают на 1–2 метра глубже, что также усложняет процесс работы. Тем не менее, благодаря оперативному согласованию документов с администрацией города, задействованию необходимого количества техники и рабочих бригад, работа идет в плановом режиме. В данный момент работает 3 экскаватора, 2 колесника и 1 гусеничный, и 2 бригады сварных работ. Ну, работа идет полным ходом, работаем до 8–9 часов, бывает допоздна бывает. Но в данный момент бригада хорошая, и все профессионалы получают свое дело, и я думаю, успеем к сроку. Отметим, что и во время ремонта население не остается без подачи газа. В это время включается резервный источник. Единственное, что доставляет неудобства жителям, это перекрытие дорог. Газоснабжающая организация просит отнестись с пониманием, ведь газовики работают прежде всего для обеспечения безопасности и качественной подачи газа населению. Знакомьтесь, лучший сварщик компании «Сахатранснефтегаз» Владимир Сивцев. Вот уже который раз он становится победителем ежегодного конкурса компании «Лучший по профессии». И не только его мастерство также признано и на федеральном уровне. Он неоднократный призер конкурсов Дальнего Востока и России. Вот буквально на днях он собирает чемоданы для вылета в столицу страны. Можно сказать, что я освоил свою профессию. В 2012 году занял 1-е место в республиканском конкурсе сварщиков. В том же году участвовал во всероссийском конкурсе сварщиков, где занял 10-е место среди 83 участников. 3 года подряд занимаю 1-е место среди сварщиков Сахатранснефтегаза. Вот в этом году в городе Владивосток занял 1-е место на дальневосточном конкурсе. И в августе месяце буду представлять Дальний Восток в городе Москва на всероссийском конкурсе сварщиков. У лучшего сварщика Владимира Сивцева стаж работы без малого 26 лет. Не это ли показатель твердого характера и трудолюбия? Работа сварщика, кроме знаний и навыков, требует физическую силу и крепкое здоровье. Поэтому мало кто может похвастаться таким солидным стажем, как у Владимира. Он выбрал свою профессию сразу после окончания школы. Учился в ПТУ поселка Графский берег Намского района. Тогда рабочая профессия еще не была в таком почете, как сейчас. Но получается, именно его поколению предстояло доказать обратное. Работа сварщика меня в процессе учебы, работы стала завлекать, интересовать все больше и больше. Вот, и я как-то так стал более заинтересованно работать, достигать высшего мастерства. За плечами Владимира Сивцева сотни тысяч сваренных стыков. Он был участником грандиозной стройки подводного перехода газопроводов через реку Лена. Это был самый трудный газопровод, вспоминает Владимир. Приходилось сваривать методом наращивания, небольшими секциями. Было проложено максимум усилий, чтобы закончить объект. Впрочем, трудности встречаются в любых объектах, но ничто не может остановить производственный процесс. Строительно-монтажное управление Сахатранснефтегаза всегда стремится работать в плановом режиме. Мы сейчас работаем на монтаже кранового узла. Вот я, например, сейчас варю тройник в катушке. На такой стык примерно уходит 30 минут.
За время работы строительно-монтажного управления введены в эксплуатацию и газифицированы сотни населенных пунктов республики. Долгожданное тепло и свет голубого топлива доставляются в самые отдаленные на снега и поселки. Селяне встречают газовиков как героев. При такой работе, безусловно, необходим крепкий тыл. Только благодаря пониманию и поддержке родных газовики могут месяцами работать на вахте. Я женат, супруга Оксана Владимировна. Имеем 2 детей. Старшая дочь Катюша закончила нынче школу. Сын Алексей закончил 9 класс. Катюша сейчас поступает в городе Москве. Вот. Я очень люблю свою семью, я очень благодарен. Я очень люблю выезжать на природу, ездить на рыбалку, на охоту. Я люблю активный отдых. Буквально в эти дни пришла еще одна неожиданная и приятная новость. Канал «Россия-1» пригласил Владимира стать участником телепрограммы «Удивительные люди». Высшее мастерство нашего профессионала покоряет все новые горизонты. Секрет его успеха на самом деле очень прост. Каждый человек может выбрать себе профессию по своему вкусу. Главное не останавливаться на достигнутом, а развиваться, совершенствоваться. Я люблю свою профессию и горжусь.
Ныне существующий теремной дворец был создан царем Михаилом Федоровичем, первым в династии Романовых. Он не хотел проживать в прежней резиденции, где находился когда-то Борис Годунов и его родственники. Назначение и название комнат теремного дворца условны, так как сохранилось мало сведений о том, какие события происходили в каменном дворце русских царей, самой закрытой части Кремля. Подлинное убранство теремов не сохранилось. В 30-е годы XIX века интерьер был реконструирован по старинным образцам, мемуарам и документам, художником Солнцевым и архитектором Рихтером. И здесь связано все с проблемами реставрации и реконструкции. На какой период реставрировать? Это извечный вопрос, это авторское право архитекторов, реставраторов, которые по документам восстанавливают облик сооружения, и только потом, когда удалось восстановить на каждый период времени, ведь каждая последующая постройка меняет облик этого сооружения, и какой принять период за период восстановления, может быть, за тот период, который наиболее достоин для этой градостроительной ситуации. Я думаю, Московский Кремль – это самое величественное сооружение в нашей стране, и здесь должны быть очень выверенные шаги по всем периодам времени. Территория древней резиденции русских монархов начинается с Верхоспасской площадки. В начале XVII века здесь была заложена домовая церковь русских царей, храм Спаса Нерукотворного с пределом Иоанна Белогородского. Позднее храм начинают именовать Верхоспасским собором с пределом Иоанна Предтечи. Верхоспасская площадка перекрыта золотой кованой решеткой. Отсюда и еще одно название собора – Спас за золотой решеткой. Русские архитекторы, которые работали в Кремле, по традициям от итальянцев, усвоили еще и другие конструктивные принципы. Как строить, как вести сооружение, когда все сооружение усиливалось распорками, подпорками, различными кружалами, бандажами, фермами. И буквально вывешивались конструкции, и под них подводились фундаменты. Одновременно с храмом возводился теремной дворец. Его каменный двор получил название Верхоспасской площадки. Парадные покои теремного дворца ведет золотое крыльцо, а также лестница, созданная в традиционном русском стиле с росписью цветочным орнаментом. С обеих сторон она украшена фигурами двух сидящих на задних лапах львов, в передних лапах сжимающих щиты с вензелем Николая I. Это указание на эпоху, когда происходило слияние комплекса теремного дворца с Большим Кремлевским дворцом, построенным архитектором Тоном. Сегодня фасад самого старого дворца можно увидеть только из окон Большого Кремлевского дворца, а задний – только со двора Дворца съездов. С Соборной площади мы увидим лишь купола Дворцовой церкви, так что древний собор находится в плотном кольце других памятников. Лестница имеет два рундука площадки. Арка верхней площадки украшена свисающей львиной головой, сжимающей в пасти яблоко молчания. Всякий уходящий из царских покоев видел этот символ. Яблоко молчания в пасти льва напоминало о том, что все услышанное в царских палатах необходимо хранить в тайне. Поднявшись по ступеням крыльца, гости входили в царские парадные покои. Передние сени служили приемной для придворных, ожидавших царской аудиенции. Для узкого круга приближенных бояр тут устраивались обеды. В передних сенях, как знак особой милости, царь иногда принимал и иностранных послов. В XVII веке таких приемов было только 3. Они были с германскими, английскими и дипломатами.
В небольшой прихожей устраивались пиры, сопровождавшие откровенный приватный разговор. Третья, самая красивая и самая укрытая комната Теремного дворца, где царь мог уединиться, называлась престольной и выполняла роль рабочего кабинета правителя. В углу у окна тут расположилось царское кресло, обитое красным бархатом. В утренние часы приближенные к государю бояре входили сюда с челобитными, имевшими важный, а то и секретный характер. Хотя, истинно ради, надо сказать, что и простой человек мог обратиться к царю с прошением. Среднее окно престольной комнаты с резным белокаменным наличником именовалось челобитным. В определенные часы отсюда спускали ящичек. В него каждый грамотный мог положить свою челобитную, прошение или жалобу. Этот ящик называли долгим, потому что такие челобитные подолгу никем не читались. Отсюда пошло и выражение «положить дело в долгий ящик». Человек, облеченный царской властью, имеет источник права, источник власти у Бога. И воспринимался царь именно как человек, который от имени Бога управлял своими подданными. И, соответственно, он должен был нести ответственность не перед людьми. У него не было необходимости и нужды отчитываться перед своими подданными. Он воспринимался как человек, поставленный на земле Богом для управления своим народом. За царским кабинетом находится спальня царя. Из ее окон в старину открывался вид на Москву-реку. Здесь стоит золоченая резная кровать с балдахином, расшитым золотом по красному фону. В северном крыле размещались подсобные помещения и узкий коридор, который также имел для русской истории важное значение. Здесь проходили смотрины красивых девушек, из которых монарх выбирал себе невесту. Во время этой церемонии он должен был трижды пройти по коридору и вручить особый рушник той, которой предстояло стать царицей. В 1812 году в спальне русских царей Наполеон провел свою последнюю ночь в Москве. Занималось зарево пожара, и по улицам бродили огненные смерчи, которые были хорошо ему видны из окон Теремного дворца. Красное крыльцо – важнейший атрибут процесса коронации русских императоров. Выходя на его верхнюю площадку из святых синей Грановитой палаты, наследник шел на таинство миропомазания в Успенский собор и совершал поклон народу. И только потом он входил в храм для главного обряда империи. Входить и выходить через Красное крыльцо мог только монарх в день коронации или в момент встречи с народом на Соборной площади, когда в Кремль шли для того, чтобы увидеть пресветлые очи государя. Это была одна из форм физической демонстрации власти народу. Красное крыльцо и золотая красная лестница были аналогом священной лестницы Августиона императоров Византийской империи. Средняя лестница, которая находилась по центру, вход для иноверцев. Открытый вход для иноверцев. А около Грановитой палаты вход был для царствующих особ. Красное крыльцо Грановитой палаты. Конечно, композиция была удивительная. Известно, что реставраторы обнаружили первоначальные покраски южной стены Грановитой палаты. Это была красная стена с резным белокаменным крыльцом, которое первоначально было крытым. И сохранились миниатюры, на которых прекрасно видно покрытие шатров, бочек с орлами. И, во-первых, над Грановитой палатой был золотой шатер. На миниатюре изображена великолепно нарисована конструкция шатра Грановитой палаты с орлом золоченым. И этот сход был крытый. А на площадках лежали скульптуры львов, были установлены, и эти львы сохранились.
и хранятся в археологической коллекции музеев Московского Кремля. И лев был и стоящий, лев был и лежащий, с угрожающим видом. И мы понимаем, что это все была такая пространственная композиция. Не случайно для декорации фильма Питер Зигрей выбрали именно эту композицию. Успенский собор Московского Кремля, Грановитая палата, Царицына Золотая палата с галереей, с этими всходами, с этой лестницей. И часть Благовещенского собора. Вот эти три всхода – это очень важно. Восхождение на Красное крыльцо после коронации означало завершение обряда. В этот момент народ восторженными криками «Ура!» приветствовал монархическую чету. Русская пресса писала: «Ни на какой палитре не найдется таких красок, ни у какого художника слова не хватит, и выражений достаточных для того, чтобы нарисовать верную картину происходящего». Когда по окончании шествия уже в Кремле государь поднялся на Красное крыльцо и с верхней площадки при шумных ликованиях кругом поклонился 3 раза народу, то невольно припомнилось сказанное покойным Аксаковым по поводу прошлого коронования, что здесь, в Кремле, сошлись и стояли лицом друг с другом 2 великие силы – русский царь и безгранично верный ему русский народ. В советское время, в 1934 году, в одну из летних ночей крыльцо было разобрано, якобы для того, чтобы на его месте построить столовую для депутатов. Львы с лестницы исчезли. Сталин боялся любых, даже теоретических претендентов на власть, в том числе и возможных наследников престола, для которых исчезновение крыльца было очевидным препятствием к трону. В 1904 году завершается переоборудование 2 исторических орденских залов в огромный зал заседаний для партийных съездов, для Верховного Совета, ну тогда в ЦИК. Но возникает одна проблема. Приезжают люди, они должны где-то питаться, потому что заседание идет не один день. Да, был кухонный корпус, но он все-таки предназначался для более компактного питания государя-императора и его свиты. А расчета на то, чтобы накормить там 1000 людей, просто не было. И на месте Красного крыльца, которое было, ну, оно примыкало к Грановитой палате, ставится 2-этажная столовая, буфет, который обеспечивал питание либо делегатов съезда, либо депутатов советских органов власти. Один из каменных львов был найден в 1969 году, когда разрыли траншею в Тайницком саду. Заметно было, что его пытались расколоть. Снос Красного крыльца был символическим актом, означавшим, что никогда уже больше ни один наследник, претендующий на трон, не ступит на особо чтимое место Российской империи. Однако в эпоху Бориса Ельцина в 1993 году Красное крыльцо было восстановлено. Возможно, в трудное время рассматривался проект монархической реставрации, наподобие русского пакта Монклоа, то есть подписание по образу Испании после Франко договора о политическом примирении на условии возвращения монархии. В качестве возможного кандидата даже рассматривался внучатый племянник последнего российского императора Николая II, британский принц Майк Кенский. К Красному крыльцу примыкали святые или красные синие. Данный зал служил местом белой сказки, небо на снег упали краски, и засиял теплом и лаской маленький город мой. Где я был, неважно, где побываю я, неважно, я все равно вернусь однажды, снова вернусь домой. Красный огонь, как ты живешь, не могу. Прием. В
Все остальные, пока в Грановитой палате давались торжественные посольские аудиенции, ожидали в сенях. Современный облик святые сени приобрели в 40-х годах XIX века, когда древние постройки были включены в состав Большого Кремлевского дворца. К двум порталам сеней пристроили два новых, соединивших святые сени с Владимирским залом Большого Кремлевского дворца. Часть росписей святых сеней представляют собой священные сюжеты: Ветхозаветная Троица, явление Архангела Михаила Иисусу Навину и сон Константина. Два других сюжета связаны с русской историей: благословение Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву и выбор веры киевским князем Владимиром. Благодаря этим росписям сении получили название святых. Грановитая палата была построена итальянскими архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Соляри. Ее фасад, выходивший на Соборную площадь, был оформлен граненым белокаменным рустом, что характерно для архитектуры эпохи Возрождения. В Грановитой палате устраивались пиры в честь военных побед и ярких событий. От огромного и роскошного дворца великого князя московского Ивана III до наших дней сохранился только тронный зал. Собственно, Грановитая палата одноименная самому зданию, возведенному в XV веке. В конце XVII века Грановитая палата была переделана. Сдвоенные стрельчатые окна были растесаны и украшены эффектными белокаменными наличниками с колонками, перевитыми виноградной лозой. Палата не раз страдала от пожаров. Подлинные росписи, выполненные в конце XVI века, не сохранились. Средневековые фрески восстановили к коронации Александра III, используя зарисовки и схемы, выполненные Симоном Ушаковым в XVII веке. Гул большого колокола Благовеста сопровождал действия царя и его свиты. В последний раз в эпоху Николая II трон стоял здесь под специальным шатром, указывающим на местоположение государя. По традиции русских царей в Грановитой палате стоял представительский трон. Тут проходили высочайшие аудиенции с послами. Во время таких церемоний монарх шел в палату, окруженный боярами. Войдя в зал, монарх при полном облачении поднимался на трехступенчатое возвышение и под расшитым золотом балдахином усаживался на трон. Самодержец был в большом государевом наряде, включавшем в себя шитое золотом и серебром, убранное жемчугом и драгоценными камнями платье. Большой, богато украшенный воротник бармы, государственный символ власти. Голову царя украшал венец. В правой руке он держал скипетр. С левой стороны от трона на серебряной подставке лежала держава. По обе стороны от трона вставали 4 юношей рынд, облаченных в белые атласные одежды с высокими рысьими шапками. Они выполняли роль почетных золотые рынды, а вооружением рынд были парадные серебряные секиры. Облаченные в парчевые одежды, сияющие драгоценными камнями и жемчугами, в горловых шапках, свита царя занимала места на лавках вдоль стен палаты. Лишь после этого приглашали иностранных послов. И сегодня Грановитая палата – один из представительских залов при резиденции президента Российской Федерации. В особых и очень редких случаях здесь проходят торжественные обеды и концерты классической музыки. В частности, именно здесь был устроен торжественный обед в честь английской королевы Елизаветы II во время ее визита в Москву.
Потолок Царицыной палаты – это невысокое мощное арочное перекрытие, которое сегодня укреплено железными золочеными тягами. На нем покоится Верхоспасский собор, вес которого постепенно начал деформировать сам свод. Металлические крепления появились здесь еще 3 века назад, и они успешно приняли на себя огромную дополнительную нагрузку. В 1580-х годах палата перестраивается и становится парадным приемным залом жены царя Федора Ивановича, царицы Ирины Годуновой. Тут по праздникам ее поздравляли монарх и патриарх. Знатнейшие бояре сюда приглашали именитых иностранных гостей. Свое название палата получила благодаря золоченым росписям стен. Так называемая золотая Царицына палата. То есть тронная палата русской великой княгини или царицы. Ну, тогда мероприятия по гендерному принципу разделялись. То есть, условно говоря, царица не могла прийти на прием посла в грановитую палату. Был сделан специальный тайник со специальным смотрельным окошечком, где находилась царица, малолетние дети. Вот они как бы набирались, ну, кто-то любопытствовал, кто-то набирался опыта, но вот проникнуть в грановитую палату нельзя. Такая же тронная палата была для царицы. Надпись по-старославянски на своде палаты гласит, что она была убрана живописью по повелению царя Алексея Михайловича, а возобновлена к коронованию императора Павла I. Сюжеты и росписи – это сцены из жизни и подвиги знаменитых византийских цариц – Ирины, Феодоры, Софьи, русской княгини Ольги и грузинской царицы Тамары. Эти росписи соответствовали назначению и статусу самой палаты, указывавшей на высокий статус супруги монарха. Если сооружение строят талантливые зодчие, которые развивают традиции и растут замыслы, мы не можем остаться в тех же размерах, как мы родились. Идет и увеличивается не только физические размеры, должна увеличиваться еще и духовная и составляющая красоты и гармонии. Теремной дворец был свидетелем многих перемен в русском государстве. Однако его особое положение и закрытость позволяли хранить в тайне многие исторические повороты. Сегодня он последний свидетель этих вех судьбы Отечества, великий памятник истории нашей страны. В следующей серии мы расскажем о Большом Кремлевском дворце, его орденских залах и эпической задаче, которую поставил император Николай I перед архитектором Тоном.
Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Мы продолжаем наблюдать за ходом и итогами голосования в Якутии. В 8 часов вечера по всей республике завершилось голосование. Около 300 тысяч якутян стали участниками выборного процесса. Все 795 избирательных участков закрыты. Начался подсчет бюллетеней и составление итоговых протоколов голосования. На прямой связи с нашей студией находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Она работает в участке в 17-й школе столицы. Саргалана, добрый вечер. Тебе слово. Да, добрый вечер, Влад. Мы сейчас находимся в школе номер 17. Здесь базируется избирательный участок номер 710. Это один из самых больших участков города. Ему присвоена категория 3. Это самая высокая категория. Здесь голосуют до 3000 и выше количество избирателей. Также еще до этого дня было прикреплено еще 213 избирателей, которые голосовали вне своего избирательного участка. А сейчас мы присутствуем на самом таком волнительном моменте, скажем, это открытие урн, и сейчас начнется подсчет голосов, самый ответственный момент. Так как здесь нет КАИБов, которые бы могли электронно, автоматически подсчитать бюллетени, поэтому весь процесс будет проходить вручную, и сколько протянется он, до часу ночи или до самого утра, мы пока сказать не можем. Влад? Саргалана, скажи, пожалуйста, были ли зафиксированы какие-либо нарушения, подключались ли к процессу наблюдатели? Ну, мы пока, да, здесь работали 5 наблюдателей, 1 от кандидата на пост главы города и 4 от парламентских партий. Ну, мы с ними успели пообщаться, и, как они заверяют, нарушений, каких-то серьезных нареканий здесь не было замечено. Весь день прошел спокойно, люди приходили, голосовали, и никаких нареканий серьезных не происходило. Влад? Спасибо большое. С нами на прямой связи со студией с одного из самых крупных избирательных участков столицы республики была Саргалана Захарова. Что касается явки, то по данным на 18 часов в Якутии в ЦИК проголосовали 273 818 человек. Это 43,85%. В тройке лидеров Оленёкский район. Там активность избирателей составила 85%. Далее следует Анабарский и Верхневилюйский районы. Там, соответственно, проголосовали 75,70% и 73,40% избирателей соответственно. Сегодня якутяне избирали главу республики, 70 народных депутатов Илтумен, главу города Якутска, депутатов Якутской городской думы, 15 глав районов, депутатов в 22 районных советов. Предварительное подведение итогов состоится в 3 часа ночи. Следующий пресс-подход состоится уже завтра, 10 сентября, в 10 часов утра. Об этом сказал заместитель председателя Центризбиркома республики Иван Андросов. Сегодня проголосовали все 4 кандидата на должность главы республики. Айсен Николаев голосовал в избирательном участке в 33-й школе Якутска вместе с супругой Людмилой Николаевой. Это очень важное политическое событие. Выборов такого уровня давно уже не было. Я всегда говорю, что человек должен голосовать. Даже если ты выступаешь против кого-то, то ты должен пойти на выборы и выразить свое отношение через поддержку того или иного кандидата. К сожалению, некоторые есть люди, которые пытаются игнорировать выбор, говорят, что мы не будем ходить на выборы. Но в конечном итоге тогда уж не надо жаловаться, что у нас те или иные, например, развитие идет по другому пути, нежели кому-то хочется. Для того, чтобы ты выразил как раз свое мнение по пути развития республики, города. Вот как раз механизм выборов существует. Это самый демократический выбор. Такой механизм, может быть, не самый совершенный, но более совершенный, пока человечество еще не придумало.
Свой гражданский долг выполнил и региональный лидер КПРФ, кандидат на пост главы республики Виктор Губарев. В 10 часов утра он пришел на избирательный участок в здании школы номер 25. Еще один кандидат на должность главы республики Гаврил Парахин от ЛДПР проголосовал в школе номер 23 города Якутска. Ну а в Мирном голосовал кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Богданов. Все 119 участков закрылись и в Якутске. Напомним, в столице республики зарегистрированы 193 тысячи избирателей. Кроме главы Якутии и депутатов Госсобрания, в столице выбирали мэра Якутска и новый состав городской думы. По данным на 18 часов вечера в столице проголосовали 77 тысяч человек. Это 39% от общего числа избирателей. На 20 участках явка перевалила за 50%. Добавим, на участках Якутска установлены 36 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Предварительные итоги выборов с этих участков станут известны уже ближе к полуночи. Первыми в Якутии из-за разницы часовых поясов закрылись избирательные участки Нижнеколымского района. Какие бюллетени подсчитали в первую очередь, каковы предварительные результаты в Нижнеколымском районе, нам по телефону рассказала Надежда Мороз, это председатель Нижнеколымской территориальной избирательной комиссии. Первыми участковой избирательной комиссии произвели подсчет голосов по досрочным выборам главы Республики Саха-Якутия. В голосовании приняли участие 57,7% избирателей от числа избирателей, включенных в список избирателей. Голоса распределились следующим образом. За Богданова Владимира Николаевича проголосовало 4,38%. За Губарева Виктора Николаевича проголосовало 25,2%. За Николаева Арсена Сергеевича проголосовали 60,5%. За Парахина Гаврила Павловича проголосовало 6,47% избирателей. Далее избирательная комиссия производит подсчет голосов по выборам народных депутатов Республики Саха по Арктическому одномандатному округу и по Республиканскому избирательному округу. Что касается нарушений на выборах, то заместитель председателя ЦИК Иван Андросов сообщил о 26 нарушениях. 16 из них поступили на сайт «Голос» и 10 напрямую в Центр избирком. По всем этим обращениям идут проверки. На 795 участковых избирательных комиссиях присутствовали 2635 наблюдателей зарегистрированных. Это от партий, от кандидатов, которые выдвинуты, и от общественных организаций. Работали 50 видеокамер. И журналистов, около 150 журналистов наблюдали за ходом голосования. К теме выборов мы еще вернемся в ближайших выпусках. Теперь к другим новостям. В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке открылась традиционная выставка «Улица Дальнего Востока». Это комплексный проект, призванный продемонстрировать участникам и гостям форума особенности регионов Дальнего Востока. Об этом сказал полпред Юрий Трутнев. Открытие началось с презентации видеоклипа о Дальнем Востоке, снятого в 9 его регионах в этом году. Кроме того, к открытию приурочили 5-минутный показательный полет истребителей Су-35С. Регионы оборудовали свои стенды в выставочной зоне. Один из самых оригинальных стендов у Якутии. Он оформлен в форме футуристической головы мамонта с торчащими из-под земли огромными бивнями. Уверены, что стенд привлечет внимание к инвестпроектам республики. Об этом рассказали представители делегации нашего региона. Напомним, форум будет проходить с 11 по 13 сентября.
Северо-Восточный федеральный университет подготовил 7 проектов для представления на этом грядущем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это проекты в области медицины, робототехники, нанотехнологий, испытаний в автомобилестроении. Готовятся показать и проект биотехнологической альтернативы печени человека. Она поможет людям, у которых рак и цирроз. Обо всем по порядку и подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Кобызева. 21 век – эпоха наноматериалов. Список областей, где технология может повлиять на дальнейшее развитие, огромен. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета создают морозостойкую резину. Состав – нанокомпозиты. За 7 лет десятки успешных проектов. Только на рынок выйти пока не удается. Нет такого механизма, который позволял бы нам выходить напрямую на производителей. Нужен хороший менеджмент, то есть нужен маркетинг, нужен... Это та область, где мы не разбираемся, мы научные работники. Одним из экспонатов лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов на выставке Восточного экономического форума является вот этот сайлент-блок для автомашины Toyota Land Cruiser 80. Сделан он из морозостойкой резины, выдерживает до минус 60 градусов. Себестоимость продукции от 120 до 150 рублей. В лаборатории готовы производить качественный продукт за небольшие деньги. Покажут во время Восточного экономического форума и наноуплотнители. Они зарекомендовали себя на городском водоканале. Аналоги изнашивались за 3 месяца. Вот мы установили их в апреле, и примерно уже прошло полгода, никаких протечек, ничего нет. Ну, думаем, еще, наверное, год продержится. Поэтому это увеличение срока службы, можно сказать, от 6 до 2 раз. Это колоссальная экономия времени и людей. Автономный поломоечный комплекс «Видроид» – еще один проект, который отправится на форум. Уникальная разработка проводит влажную уборку в автономном режиме, без участия человека. 3 промышленных прототипа уже прошли международную экспертизу в фонде Сколково. На данный момент робот спокойно ездит в помещениях 10 на 10 метрах. Если помещение больше, чем это, у него начинаются проблемы с позиционированием. В дальнейшем мы хотим разработать, чтобы он еще больше в помещениях ездил. Для этого нам нужно установить дополнительные датчики, мы этим занимаемся. Все хорошо. Внутри видроида искусственный нейрон – запатентованная технология. Такого больше нет нигде в мире. Они работают как в компьютерной игре. Один робот убирает одну часть карты, второй убирает вторую часть карты, третий убирает третью часть карты. В реальном времени они передают информацию, и после этого они не наезжают на ту территорию, не убирают ту территорию, которая была уже предварительно убрана. Если у них не будет заложена, например, постоянная уборка в течение определенного цикла уборок. Еще один проект – испытательный полигон для автомобильных шин. Мировые производители автомобильных шин ждут открытия испытательного полигона в Якутии. Проверка экстремально низкими температурами – необходимость. Строительство площадки начали 1 августа. Здесь у нас будет создана основная производственная база с производственными мощностями, с условиями для растамаживания и хранения шин. Офисы будут, лаборатории располагаться, места для приема пищи и отдыха персонала. Испытания на территории Якутии позволят оценить влияние холода на шины. Республика не впервые становится полигоном. С 2012 года корпорация Bridgestone, мировой производитель автомобильных шин, проверяет продукцию на экспериментальной площадке в районе Хатын-Юрякского шоссе. Очередные тесты начнутся уже через пару месяцев. В прошлом году они испытывали шины серийные, то есть которые были предназначены для Европы. Сейчас они, с учетом того, что они узнали про минус 40, то есть впервые они узнали, что значит квадратные колеса. И они выполняют сейчас шины именно для этих условий. И приедут в этом году уже испытывать те шины, которые на основании старых испытаний. Сегодня в Bridgestone разрабатывают линейку автомобильных шин с маркировкой «Испытано в Якутии». Эксперты уверены, каждый проект Северо-Восточного федерального университета уникален и обречен на успех. Главное, чтобы это поняли иностранные или российские инвесторы. Анастасия Кобызева, Александр Зубехин, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Сегодня дата выборов совпала с днем рождения города Якутска. Столица отметила 386 лет со дня основания. Весь день проходит целый ряд массовых мероприятий. Репортаж Кристины Якуповой.
Празднование Дня города началось со службы в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе «Праздничный молебен». Архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман провел крестный ход. Православные прошли до памятника Бекетова. Эта добрая традиция была восстановлена нами несколько лет назад здесь, в Якутске. И сегодня архиепископ Якутский и Ленский, владыка Роман, провел этот крестный ход, провел молебен здесь во здравие всех горожан, во имя процветания нашего Якутска. После состоялось возложение цветов памятнику Петру Бекетову, основоположнику города Якутска. 386 лет прошло с тех пор, как русские казаки ступили на якутскую землю. Тогда и был построен Якутский острог. И с этого дня принято считать днем рождения Якутска. В рамках праздничной программы провели концерт, подвели итоги различных конкурсов, приуроченных ко Дню города, а также чествовали золотых юбиляров и молодоженов Якутска. Несмотря на пасмурную погоду, здесь собрались десятки горожан. Для каждого этот праздник имеет свой смысл. Это праздник объединяет, я думаю, горожан. Что-то появляется новое в городе, это подводит итог за год, что сделано в городе. Новые объекты, новые скверы, улицы. Это все очень хорошо. Программа празднования Дня города традиционно обширна. В старом городе состоялась выставка-ярмарка «Созвездие мастеров». Здесь собрались лучшие произведения талантливых дизайнеров, кузнецов, флористов и ювелиров и молодых мастеров других творческих направлений. Выставка очень хорошая. Вот с удовольствием ходим, пока смотрим только. Вот то, что люди сами делают, это очень интересно. Вот, например, магнитики, печати. Очень красиво, очень креативно и вообще прекрасно. Просто посмотреть еще, пока даже не знаю, что есть. В честь праздника. Ну да. Ну единственное, что вот... Улики и народных депутатов республики в Государственное собрание Илтумен, главу столицы и депутатов Якутской городской думы. Мы будущее России. Выбираем. Поэтому это очень важно. Важность выборов, чтобы наш город расцветал, вот, и чтобы не словесная была забота, а именно на самом деле. Выбор каждого гражданина России. И республики. Я считаю, что от голоса каждого человека зависит наше будущее, наша жизнь. Праздничная программа традиционно завершится праздничным фейерверком. Коллективы столицы. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Ненастная погода не помеха. 11 лучших танцевальных коллективов порадовали горожан своими зажигательными танцами. Танцу все. Ну, я сначала был новеньким, и меня сразу учили брейку. Потом я ничего не понимал, и меня помогали друзья. Этот танец популярен абсолютно по всему миру. Он отличается, уникален тем, что он полностью импровизационный, и создан он вообще в Соединенных Штатах Америки. Вот, полностью импровизационный, танцуется только в группе, и у него уже есть очень много разных ответвлений. Показать красоту танца помогают сагаты. Такой музыкальный инструмент может иметь разное звучание, от мелодичного звона до резких щелчков. Можно разные ритмы обыгрывать. Ну,
и так далее. Очень отрадно то, что в нашем городе работают, функционируют студии, школы для взрослых, для детей и радуют наших горожан. Танцевальные коллективы радовали горожан целый час. В ненастную погоду это оказался самый лучший способ согреться. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Чуть позже на площади Ленина состоялся концерт российского исполнителя, финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова. Артист исполнил для жителей столицы свои хиты «Необыкновенное» и «Небеса». Несмотря на дождь и пасмурную погоду, на площади собралась внушительная толпа зрителей. Прибыли выступить в Якутске и звезды проекта «Танцы на ТНТ». Конечно же, я хочу поздравить замечательную республику, которая огромная по своей территории и богата такими ресурсами природными. Я хочу поздравить каждого жителя республики Саха-Якутия с замечательным днем города, с главным праздником этого города. Хочу пожелать каждому самое главное здоровья, каждому любви, счастья. И пусть будут они всегда такие вот жизнерадостные, как я вот сейчас вижу, столько улыбок. К этой минуте это пока вся информация. Мы будем следить за ходом итогов голосования. Оставайтесь на нашем канале Якутия-24. Эти минуты в Центральной избирательной комиссии России начинается брифинг председателя ЦИК страны Эллы Памфиловой. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию из Москвы. На злобу дня. Но видите, как впервые вот наше новшество, которое введено, когда вы в режиме онлайн все видите, нет никакой необходимости это повторять здесь, вот отсюда, с этой трибуны. Поэтому остановимся на злободневных актуальных проблемах. В первую очередь хотела бы, да, то, что касается Москвы. Вот там те громкие жалобы в прессе по Москве. Будьте добры, пожалуйста, включите нам Мосгоризбирком, выведите на режиме ВКС. И я бы хотела вот о чем. Да, Валентин Павлович, еще раз вас приветствую. Да. То есть в СМИ появилась информация о попытке вброса, так, ну, якобы вброса бюллетеней на избирательном участке номер 2342 в ящик для голосования. Ну, и я бы не стала, я бы комментировать то, что у меня здесь вот есть какая информация, я бы просила, Валентин Павлович, вас прокомментировать. Потом дальше еще второй случай. В СМИ очень тиражируется так широко информация о драке на избирательном участке номер 3442, это Воскресенская. Также нахождение на избирательных участках 3304, 3305, 3442, все это Воскресенская, посторонних лиц с повязками, похожими на повязки дружинников, которые якобы мешают организации работы комиссии и наблюдению. Тоже вот прошу вас это прокомментировать. Да, пожалуйста, Валентин Павлович. В общем, видите, горячий день сегодня. Пожалуйста. Уважаемая Алсанна, ну я думаю, что в Москве так же, как и в других регионах, определенные структуры политические пытаются раскачивать избирательный процесс, да, который мне нравится. Извините, Валентин Павлович, от голосования. Простите, пожалуйста, выведите на экран тот материал по Москве, чтобы Валентин Павлович мог его комментировать. То есть оригинал участка и фейк. Да, будьте добры. Да, пожалуйста, Валентин Павлович. Угу. Да, я бы сразу обратил внимание, что в интернете размещена картинка с первой камеры, со второй камеры, а реально эта камера, это первая камера. Но самое большое отличие, если вот посмотреть на картинки, это совершенно разное размещение оборудования избирательного участка. И если в интернете здесь размещены стационарные урны для голосования, как будто куда-то вбрасывают, то в реальной картине мы видим это, да, оригинал, стоят два КАИБа. Поэтому, переделав номер участка, переделав это, я не знаю, может быть, так сказать, время и так далее. То есть это очередная попытка дискредитировать избирательную систему.
То есть И это все, же, к сожалению... ведь на это же надо потратить время, силы, найти это все, сидеть, монтировать. Значит, люди очень заточенные, заинтересованные. Да-да, извините. Я думаю, что в течение дня и по Москве, и по другим регионам наверняка будут такие вбросы через интернет. Вот, Валентин Павлович предупреждает, смотрите внимательно. Если видите, сразу разбирайтесь и разоблачайте. Да, пожалуйста. Да, Валентин Павлович. То, что касается поселения Воскресенское, вот ряд участков 3303, 3304, 3305 и 3442. Там проходят выборы депутатов муниципальных, представительство и 6 человек на одно место. Вот представьте, если 10 мандатов, то есть 60 кандидатов, и сколько там наблюдателей. Валентин Павлович, а говорят, выборы неконкурентные? А? Ну да. Но я опять это к тому, что пишут те, которым не нравится наша организация выборов. Конфликт начал с того, что ряд наблюдателей решили стать у стационарных урн, фактически перекрывая дорогу избирателям, создавая помехи. Им председатель, давая помехи. Им председатель участковой комиссии предложил отойти, и как до начала голосования были определены со всеми, подошли новые, им это не понравилось. И началась перепалка. Драки вообще никакой не было, началась перепалка. Так как в Воскресенском, и другие мероприятия проходят, там находились на каждом участке, кроме сотрудников полиции, с учетом вот такого скопления и наблюдателей, и всех, находились народные дружины. Списки эти официально переданы были администрации, в каждой участковой комиссии есть. Председатель участковой комиссии попросил работников полиции, кто находился на участке, вызвать наряд, а в это время дружинники попросили, так сказать, соблюдать порядок. Выехал наряд. У меня есть официальный рапорт начальника УВД по Южному Бутово, эти участки обслуживаются, что никакой драки там не было. Прибывшие работники полиции разъяснили гражданам порядок нахождения на избирательных участках, провели с ними беседу о необходимости соблюдать общественный порядок и безопасность. Конфликт был сразу улажен, общественный порядок больше не нарушался, замечаний нет. Валентин Павлович. Реальная картина. Угу. Я бы что попросила? Видимо, все-таки общественный штаб ваш по наблюдению как-то вмешается. Во-первых, потом отсмотрит, там же видеонаблюдение. Правильно, есть? Все понятно? Да мы все смотрели, никакой драки на избирательном участке не было. Что я бы хотела спросить, уточнить, кто-то пытался воспрепятствовать избирателям или нет? Себя неадекватно повели наблюдатели от одного из кандидатов. Им предложили, так сказать, вместе с другими соблюдать порядок. И слово за слово, знаете, как это бывает? Да, знаем. Я хочу сказать, что тиражируется и дальше. Там на территории, там, где проходят муниципальные выборы, находится другой муниципальный депутат, который к этому поселению никакого отношения не имеет, от севера. Человек, который постоянно забрасывал кляузами в каждую избирательную кампанию Центральную избирательную комиссию, и теперь она уже транслирует, что ее потом избили где-то на территории. Я полагаю, что фантазии у наших. Валентин Павлович, все-таки с учетом этой ситуации, видимо, надо, чтобы действительно, наверное, общественный штаб как-то более, скажем, оперативно просмотрел все записи, что там на самом деле происходило, чтобы снять все спекуляции по этому поводу. То есть дополнительная проверка, как я понимаю, проводится там, да? Элсанна, там выезжал и представитель общественного штаба, выезжал член Московской городской избирательной комиссии, оттуда доложил, что все нормально. Спасибо. Спасибо. Это не соответствует действительности. Хорошо, спасибо, Валентин Павлович. Да, и с вами мы расстаемся на какое-то время. Надеюсь, что у нас больше по Москве ничего такого не будет. Теперь по Кемерово, по Кемеровской области. Так, пожалуйста.
Что у нас по Кемеровской области? Да, вот наш председатель, уважаемый. Да, и Петр Евгеньевич, да, Батарев, председатель избирательной комиссии Кемеровской области. Пожалуйста, у нас там, во-первых, вот что там была за информация по вбросам, да, что на избирательном участке номер 737, который расположен в городе Новокузнецке Кемеровской области, якобы произведен вброс избирательных бюллетеней в ящик для голосования. Вот я хотела бы, чтобы вы это прокомментировали. А также в Фейсбуке появилась информация, ну, нашего одного известного ученого, он посчитал, посмотрел, не знаю уж как, что в 10 часов в ТИКе Кедровская ровно 18%, а в 12 по всему району ровно 35%. То есть вот тоже вот ну, такие цифры, которые выводят на определенные размышления, поэтому просила бы вас тоже это прокомментировать. Пожалуйста. Добрый день, Элла Александрова. Докладываю. По участковой избирательной комиссии 737 вброса не было. В городе Новокузнецке у меня находится, работает там с утра заместитель председателя областной избирательной комиссии Шахматова Виктория Юрьевна. Учитывая, что знал, что будут какие-то там провокации, вот в связи с этим принял такие меры. Шахматова докладывает, что наблюдатель от партии выходила на какой-то период. После этого пришла, и ей показалось, что бюллетеней в ящике как будто больше. Поэтому все опрошены, никто закон не нарушал, никакого вброса на данном участке не было. Дальше Шахматова Виктория Юрьевна согласовала с Гурманом Юрием Альбертовичем, сопредседателем движения «Голос», что на заседании УИК будет присутствовать лично, также будут присутствовать СМИ, наблюдатели и дополнительно доложим, но вброса по данному участку не было. То есть они будут присутствовать... Да, при подсчете голосов. На подсчете голосов. Да. Да. Но вообще я полагаю, что тоже вот так прежде чем вбрасывать в пространство, в информационное пространство, при всем уважении к голосу и к представителям там, и наблюдателям, подобную информацию все-таки надо как-то, ну, поответственнее к этому относиться и тоже нести за это ответственность. Да, хорошо, пусть присутствуют при подсчете, это хорошо, здорово. Да, пожалуйста. По информации, данный гражданин лукавит, потому что в Кедровке на 10:00 явка официально, через Газвыборы мы везде передали, от 14,73 до 20,64. На 12 часов Кедровка от 32 до 26 до 36,13. Тихозаводского, он там же указывает, лукавит на 10 часов. Но у нас явка колеблется от 1% и 66 до 14. На 12 часов явка от 7 до 25. Информация не соответствует действительности. То есть ни в одном районе нет такой повально одинаковой явки. Но я не знаю, нигде нету, все проанализировали. Уважаемый господин Шпилькин взял ее, будем уточнять. Но я просила бы вас, с учетом особого внимания, которое мы, с учетом прежних тяжелых моментов, мы, скажем, имеем в отношении Кемеровской области, да, пожалуйста, жестко держите все на контроле. Я прошу и уполномоченного по правам человека, и мониторинговую группу СПЧ, и наблюдателей, с одной стороны, с пристрастием наблюдать за выборами в Кемеровской области, но с другой стороны не допускать таких, скажем, непроверенных, некорректных лжесообщений, которые отрывают нас от работы всех, и вместо того, чтобы сосредоточиться на основных функциях в день выборов, и вместо того, чтобы разбираться с действительными нарушениями, ну, вот приходится реагировать, в том числе и на эти фейки. Так что вот мы вас еще не раз, наверное, пригласим сюда. Надеюсь, что все-таки комиссии у вас и по итогам всех наших с вами обсуждений и выезда Майи Владимировны вместе с целым десантом, можно сказать, сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии, все-таки выборы пройдут достойно, и комиссии адекватно и честно проведут этот день. И вы, конечно, за это лично отвечаете как председатель. Ясно.
Ясно. Хорошо, Петр Евгеньевич. Если что, если вы видите, что идет лживая информация, тоже разбирайтесь и давайте свои давайте свои комментарии. В том числе, но если приходит сообщение действительно нарушение. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Кремль – это особое место, которое воспринимается сейчас с точки зрения своего государственного значения. Кремль – это источник власти, это место, где
имеет свой рабочий кабинет глава государства. Это место, где проходят важные форумы, знаменательные события. Этот дворец расположен на вершине Боровицкого холма. Его величественный фасад, обращенный в сторону Москва-реки, протянулся с запада на восток на 125 метров. Ранее на этом месте стояли деревянные хоромы московских князей, каменные палаты царского дворца XV-XVII веков, а в XVIII веке дворец, построенный Растрелли. По распоряжению императора Николая I в середине XIX века архитектор Константин Тон должен был возвести здание новой резиденции для императорской семьи в дни ее пребывания в Москве. Дворец, Большой Кремлевский дворец, который построил Константин Тон. Постройка завершилась в 1849 году. Он, конечно, предназначался для царской семьи, и время от времени, самые крупные мероприятия, которые проходили в БКД, это в Большом Кремлевском дворце, это церемонии венчания на царство русских государей. Именно поэтому огромные парадные орденские залы, Андреевский – это тронный зал, Александровский, Георгиевский. Перед архитектором встала необычная задача – объединить различные по назначению, по форме терема и палаты совершенно разных эпох. Константин Тон решил обратиться к традициям древнерусской архитектуры и принципу государственной идеи Николая I, сформулированной министром народного просвещения Российской империи графом Сергеем Семеновичем Уваровым. Православие, самодержавие, народность. Такой подход позволил Тону создать монолит исторических святынь с новым дворцом, ставшим прокламацией царствующего дома. Так как проект резиденции чрезвычайно понравился Николаю I, а строительство дворца было актом символическим, император пожелал, чтобы в этом же стиле архитектором было создано здание оружейной палаты, а также здание Московского вокзала в Санкт-Петербурге и Николаевского вокзала в Москве. С появлением железной дороги эти два вокзала становились важными точками пути на коронацию в древнюю столицу. Важно и то, что и храм Христа Спасителя, возводившийся Тоном, был стилистически близок к Кремлевскому дворцу. Строительство Большого Кремлевского дворца завершало внешнее обновление статуса Российской империи, становилось знаком могущества царствующего дома. Надо сказать, что архитектор Тон, конечно, был замечательный архитектор, который вышел на другой масштаб. То есть, используя русские формы русской архитектуры, особенно классической архитектуры, он выходил на другой масштаб, на другие доминанты, увеличивая сооружения настолько в своих размерах, что они уже доминировали над другими сооружениями, которые были ранее, в начале XVIII века. И, собственно говоря, классическая архитектура, она тоже входила со своим масштабом. Каждое время шло по пути увеличения габаритов построек. При строительстве монаршей резиденции в период с 1838 по 1849 годы были применены новейшие для своего времени материалы и инженерные конструкции, металлические перекрытия и железные стропила. Чтобы избежать пожаров, печное отопление заменили калориферным. Позднее коронацию императора Николая II в здании провели электричество. Между царскими апартаментами и западным крылом дворца образовалась Дворцовая или Императорская площадь, с южной стороны которой встала ажурная решетка. Торжества длились несколько недель. Тысячи гостей,
Присутствовавшие на празднествах могли любоваться и восхищаться величием и великолепием парадных апартаментов и залов дворца. А в вечерние часы, в конце приема, приглашенные выходили на дворцовый балкон посмотреть на последний сюрприз коронационного дня – иллюминацию и фейерверк. Легко заметить, что парадный вход во дворец расположен не по центру фасада, а смещен к востоку. С южного фасада, выходящего на Москву-реку, главный дворец Кремля представляется трехэтажным за счет двухъярусных окон второго этажа. Комплекс состоит из 700 отдельных помещений, площадь которых составляет около 20 тысяч квадратных метров. Первый этаж предназначался для проживания членов царской семьи, а 5 парадных залов второго этажа посвящались высшим русским орденам. Таким образом, дворец сразу приобретал значение национального мемориала, отмечающего заслуги лучших подданных империи. Первый этаж вдоль южного фасада занимают личные апартаменты императорской семьи. В начале XX века дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков указывал, что Большой Кремлевский дворец несомненно лучшая и самая удобная из всех императорских резиденций, приспособленная не только для парадных раутов, но и для жизни. Самый известный из дворцовых залов – Георгиевский. Названный в честь учрежденного в 1769 году императрицей Екатериной II военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия, он олицетворял воинский мемориал. Орденский девиз гласил «За службу и храбрость». Изначально царицей рассматривался статут нового ордена, по примеру ордена Марии Терезии. Он стал похож на него, когда 26 ноября 1769 года, на второй год русско-турецкой войны, был утвержден. Военные действия на южных рубежах, завоевание Крыма и других территорий требовали новой императорской награды с максимально выраженным смыслом. Первый статут ордена имел такое описание: крест большой, золотой, с белой в обе стороны финифтью, по краям золотой каймой, в середине которого изображен царство московского герб, на финифтье же, то есть в красном поле, святой Георгий серебряными латами вооруженный. Лента шелковая о 3 черных и 2 желтых полосах. Орден присваивался офицерам как за мужество, проявленное в бою, так и за выслугу армейских лет. Знаки ордена украшают верхнюю часть беломраморных стен Георгиевского зала. На мраморе золотом выписаны названия 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 11 тысяч фамилий офицеров и генералов, удостоенных высшей военной награды. Это самые известные полководцы и военачальники: Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, Павел Нахимов. Полными кавалерами ордена, получившими кресты всех степеней, за всю его историю стали всего лишь 4. Генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Богданович Барклай де Толле, Иван Федорович Варшавский и Иван Иванович Дибич Забалканский. Адмирал Федор Ушаков за бой с турецкой эскадрой у острова Феодосии был награжден 2 высшими орденами – и святого Георгия за храбрость, и святого Владимира, как командир, исполнивший долг. В часы царских приемов в зале находились генералы, боевые офицеры, кавалеры ордена и их потомки. С начала 30-х годов руководство СССР принимало здесь
участников первомайских и ноябрьских парадов на Красной площади, выпускников военных академий РККА, героев сверхдальних перелетов, руководителей промышленности, светил науки, знаменитых писателей и звезд искусства. Число приглашенных на эти закрытые застолья часто достигало 2000. Но летом 1941 года, пробив крышу и чердак дворца, в Георгиевский зал упала немецкая бомба. Тяжелая бомба попала в Большой Кремлевский дворец, пробив крышу Георгиевского зала, пробив чердак, пробив практически и пол Георгиевского зала Кремля. Именно вот в последнем перекрытии она застряла хвостовым оперением. Бомба, к счастью, не взорвалась. Бомба мощная. Бомба на 4 тонны. Конечно, были бы разрушения очень тяжелые. Поздним вечером 24 мая 1945 года в Георгиевском зале состоялся прием, устроенный Иосифом Сталиным по случаю разгрома фашистской Германии. Сегодня в Георгиевском зале Кремля происходит вручение государственных премий, заседание Общественной палаты, приемы участников Поместного собора Русской Православной Церкви, принимаются верительные грамоты послов иностранных государств. Александровский зал Большого Кремлевского дворца – дань еще одному ордену – ордену святого князя Александра Невского. Орден был задуман императором Петром I как награда для военных, и покровителем был выбран князь Александр, благочестием и мужеством знаменитый. Но учредила орден Екатерина I уже после смерти Петра. Девиз ордена «За труды и отечество». Награждались им как военные, так и гражданские чины. Александровский зал блистает обилием позолоты. Уникальный паркет сложен из разнообразных пород деревьев. Стены облицованы белым и розовым искусственным мрамором. В 1933-1934 годах Александровский и соседний Андреевские залы дворца были перестроены в единый зал заседаний Верховного Совета СССР. В дни 20-го съезда Компартии первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев зачитал здесь доклад о культе личности и его последствиях, с которого началась хрущевская политическая оттепель. В конце 80-х, начале 90-х здесь кипели страсти депутатов Верховного Совета СССР. Только в 1994-1998 годах эти залы по решению президента России Бориса Ельцина были восстановлены в их прежнем виде, какими они и были задуманы архитектором Тоном. Сегодня в Александровском зале проходит заседание Государственного совета Российской Федерации. Андреевский тронный зал посвящен ордену святого Андрея Первозванного, учрежденного Петром I с девизом «За веру и верность». До 1917 года орден Андрея Первозванного был высшей наградой Российской империи. Его получили не более 1000 человек. Украшенные бриллиантами знаки ордена «Звезда», «Крест» и «Золотая цепь», состоящая из чередующихся звеньев, входили в состав государственных регалий. Орден святого Андрея Первозванного восстановлен как высшая награда указом президента России Бориса Ельцина в 1998 году. Это были интерьеры, которые тоже соответствовали определенной моде. Поэтому сохранились стены, изображения с большими окнами, великолепно освещенные, то есть всегда именно это была солнечная сторона. Это помещение было, безусловно, парадным, потому что прекрасная лепнина по карнизам и расписные плафоны со стенами, с мозаической
отделкой. Это очень редкая отделка, которая собой изображала искусственный мрамор. Конечно, несло в себе признаки достойного дворцового интерьера. Тронный зал российских императоров был кульминационной точкой дворца. Капители, колонн и фриз с изображением ордена, 48 титулярных гербов российских монархов, обозначающих территории, входившие в полный титул, все это подчеркивало высший статус зала. Обилие этих знаков словно сопровождало троны последнего императора Российской империи Николая II, императрицы Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. Для каждой коронации в этом дворце заказывались новые тронные кресла. Мебель в Андреевском зале не ставилась. В присутствии лиц царской фамилии разрешалось только стоять. Над императорским троном, как тогда, так и сейчас, находится шатер, украшенный горностаевой мантией. Троны поставлены на возвышении из 6 ступеней под шатром с вензелем царствующего монарха. Над шатром изображение золоченого всевидящего ока в сиянии, символ всеведения Божия. Балдахин, ступени подножия и троны затянуты золотой парчой. В дни коронационных торжеств новый император и императрица принимали в Андреевском зале поздравления подданных. Со всех концов России приглашались в Москву представители всех национальностей, сословий и вероисповеданий. Это был обряд взаимного знакомства монаршей четы с народом. Сегодня Андреевский зал – место, где происходит главная государственная церемония страны – инаугурация президента России. В западном крыле Большого Кремлевского дворца находился отдельный тронный зал императрицы и парадные апартаменты. Анфилада начиналась кавалергардским залом. Предназначенное для дежурных офицеров личной охраны царствующих особ, это помещение соединяло тронные Андреевский и Екатерининский залы. Тронный зал императрицы посвящался ордену Святой Екатерины. «За любовь и Отечество» – таким был девиз этой учрежденной Петром I награды. Первым кавалером ордена стала супруга Петра, Екатерина I. Так была отмечена ее заслуга в спасении русской армии из окружения в 1711 году. Она пожертвовала свои драгоценности для подкупа турецкого главнокомандующего. Воистину, не для того мы льем пушки, и Отечество наше подвергаем лишениям. Помнить надлежит заповедь. Храня мир, не ослабевай в воинском деле. Не войны мы хотим, но мира. Ибо столь много богатств у нас, что на 200 и 300 лет хватит нам трудиться мирно. Быть посему. Что с тобой? Что, Свет, я? Успокойся, выпей воды. Оставь, Катя, оставь. В память об этом поступке царицы условием получения ордена стал выкуп из плена хотя бы одного христианина. С самого начала Екатерининский зал украшали малахитовые пилястры с бронзовыми базами и капителями. Стены Екатерининского зала обиты муаром цвета ордена – розовой серебристой каймой. Знаки и девиз ордена украшают верхний стенной фриз и резные золоченые створки дверей.
В этом зале, так же как и в Андреевском, стоял только трон императрицы. В отделке Екатерининского зала использовались литные украшения, исполненные русскими мастерами. Сегодня в Екатерининском зале проходят приемы на высшем уровне. Вручаются государственные награды. Зал Святого Владимира – это кульминационный центр дворцового ансамбля. Отсюда коридоры и лестницы ведут в древнюю часть царского дворца – Грановитую палату и Теремной дворец. Последний парадный зал посвящен ордену Святого Владимира. Учрежденный императрицей Екатериной II и названный в честь киевского князя Владимира, крестившего Русь, этот орден имел девиз «Польза, честь и слава», что понималось как честь и слава тому, кто приносит пользу Отечеству. Это и была причина награждения орденом Святого Владимира. Его кавалерами стали архитектор кремлевских дворцов и храма Христа Спасителя Константин Тон и историк и писатель Николай Карамзин. Святой князь Владимир, креститель Руси, был символом подвижничества и служения, великой фигурой национальной истории. С ним империя чувствовала нерасторжимую связь. В момент своего крещения Владимир принял имя Василий в честь правящего византийского императора Василия II, согласно принятой тогда практике политических крещений. Он словно бы провозглашал свое единство с Византийской империей и объявлял себя ее союзником. Этот жест сказался и на последующем развитии русской государственной идеи. Вот почему ордену Святого Владимира придавалось такое высокое значение. Так как этот зал был предназначен и для музыкальных дивертисментов, для особой акустики стены сложили из полых керамических горшков. В дни коронационных торжеств здесь принимали представителей дворянства и роту юнкеров Александровского военного училища. Непременным участником этого приема был военный оркестр. Владимирский зал – это восьмигранник. В отличие от Георгиевского зала, днем он освещается только верхним светом, поступающим из купола, а вечером – огромной золоченой бронзовой люстрой. Во Владимирском зале сегодня происходят церемонии награждения и концерты классической музыки для почетных гостей. В следующей серии мы расскажем о ныне несуществующем чудовом монастыре, который на протяжении столетий был кровно связан с жизнью дворца и стал зримым символом важных этапов национальной истории.
Весенний паводок в мае этого года затронул 15 районов Якутии и город Якутск. В зоне затопления оказались около 1500 домов, пострадали более 5000 человек. Разрушительная водная стихия не обошла и Хангаласский улус. Наибольший урон понесло село Актемцы, где паводковыми водами подтопило 67 жилых домов, 87 дворовых территорий, пострадали 12 улиц, размыло муниципальную межпоселковую дорогу Актемцы-Техтюр и 5 дамб. Наше село подтопляется постоянно с 80-х годов. Самое большое затопление было в 2010 году, наверное, все знаете. А в этом году сила природы чуть меньше, чем в 2010 году. И, конечно, соответственно, уровень воды, конечно, чуть меньше был. Но в 2010 году у нас для нас это большой урок, для района, для поселения. Конечно, мы к этому году, конечно, подготовились более-менее тщательно. В поселении установлена комплексная система оповещения, и, конечно, мы тоже были готовы вместе с населением. Конечно, мы почувствовали помощь улусной администрации, республики, и сейчас мы видим, все дороги у нас отремонтированы, все дамбы отремонтированы, население получило республиканскую и федеральную части возмещения, и сейчас ведутся работы по монтажу инфраструктуры в новых микрорайонах для переселения из территорий затопления. Вот так выглядела межпоселковая дорога муниципального значения Актемцы-Техтюр сразу после паводка. Сейчас этот участок полностью отремонтирован дорожными службами и открыт для проезда автомобилей. По итогам собрания с населением были даны заместителем председателя правительства Колодезником Алексеем Засенчем, были даны задания министерствам, ведомствам, и по субсидии Министерства транспорта были отремонтированы не только дорога Актемцы-Техтюр, но и муниципальные дороги нашего поселения. Еще после паводка 2010 года, который до сих пор с содроганием вспоминают жители Наслега, пострадавшим семьям выдали по земельному участку под ИЖС в новом микрорайоне. Но мало кто туда переехал из-за отсутствия инфраструктуры. В течение 8 лет наслежная администрация помаленьку изыскивала средства из бюджета республики. В результате часть участков была электрифицирована. Но нынешний паводок показал, что жителей из подтопляемой зоны необходимо переселять как можно скорее. А значит, вопрос с газом и светом в новом микрорайоне в приоритете. Электрификация началась еще с 2014 года. Это мы ежегодно электрифицировали квартала. И в этом году должна электрифицироваться последний квартал в Баттах. С завершением электрификации этого квартала микрорайон почти что процентов на 85 уже электрифицирован, будет электрифицирован. А дальнейший там остаток электрифицируется по техприсоединению. Там уже остатки
небольшие. Что касается газификации микрорайона, то еще с прошлого года работниками компании «Сахатранснефтегаз» был проложен уличный газопровод протяженностью 10 километров. В этом году они продолжили работу. В этом году где-то 6 километров осталось у нас. Мы должны закончить все дома, которые в проекте указаны, в том числе количество домов у нас 362 дома должны газифицировать. Это уже середина сентября должны закончить. Работает 2 бригады сварщика, то есть 2 сварщика и к ним еще 2 слесаря, по 2 слесаря. И у нас работает 2 единицы техники, то есть это экскаватор цепной этот стоит. И экскаватор ковш траншейный, карьерный, то есть. И водитель УАЗик один у нас. И, в принципе, все у нас. Человек 8 работает. Дом Станислава Старостина, где он жил с матерью, оказывался во власти паводка 2 раза. В 2010-м тогда вода была на уровне окна и выше, и в этом году. К счастью, в этот раз вода не добралась до дома буквально полметра, но затопила дворовую территорию. Еще в 2011 году семье Станислава выделили участок в новом микрорайоне, но, как и многие, он не спешил строиться. Потому что газа не было, света не было, инфраструктуры не было вообще. Просто приходили, колышки ставили и все. Поэтому, когда уже начали эта инфраструктура, газ начали, это электричество начали проводить, и только начали столбы ставить, оклад ставить, уже отсыпку делать. Долгожданная стройка в безопасном от паводка месте началась. В следующем году Станислав планирует ставить коробку дома и осенью уже въезжать. На строительство дома будут направлены буквально все имеющиеся у него средства и даже больше. Зарплатная и отпускные буду туда все давать. Может, машину продам еще, если не хватит средства. Но не все начали строительство на новом месте. Дом Раисы Охлопковой по улице Дружбы, 11 топило целых 4 раза. В 1990-м, 97-м, 2010-м и в 2018-м. Еще с 2010 года дом начал постепенно оседать. А после нынешнего наводнения обнаружили, что нижние венцы дома полностью прогнили. Семье Раисы Охлопковой также после наводнения 2010 года выделили участок, который по известным причинам пока пустует. Наконец-то, после долгих ожиданий на новые участки провели газ. Не на все улицы, конечно. И газификация, электрификация, все уже там ноябрем, сказали, все запустят. Все нормально. И поэтому мы уже начали на оформление документов уже бегаем и намерены там построить дом и переехать. И поэтому этот дом мы не стали ремонтировать. Она так и стоит. Сейчас все упирается в финансы. Стало известно, что руководство района и Наслега ведут переговоры с одним из якутских банков о предоставлении пострадавшим от паводка жителям льготных малопроцентных кредитов на строительство в размере от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Это еще в процессе сидит, и мы ждем. Если эти кредиты выдадут, мы должны дом построить. Вся надежда на это. Я на миллион. На миллион, ага. И когда хотите строиться уже? Как только получу, если в следующем месяце дадут, сразу начну строиться. Что, к зиме уже переехать или как? Желательно, потому что в доме после сильных дождей опять вода поступила под полом, и в этом году очень сыро, поэтому вообще не высохло, все сыро. К сожалению, не все пострадавшие от паводка могут похвастаться скорым переездом на новое место. Непростая ситуация сложилась у Сарданы Романовой. Она приобрела дом по улице Кононова, 22/2 в прошлом году в ипотеку под материнский капитал. Лидер молодежи села и по совместительству молодая мать, которая одна воспитывает 2 детей, решила во что бы то ни стало обзавестись собственным жильем, пускай не совсем новым. Закупила стройматериалы, начала ремонт, утеплила полы, постелила ламинат, установила настенные панели и новые окна. Все шло по плану, как вдруг
паводок. Именно ее дом затопило больше всех на улице Кононова. Вода унесла стройматериалы, находившиеся на улице, и их до сих пор не нашли. В итоге потраченные впустую время, деньги, нервы и в придачу проблемы с выдачей материальной помощи. Из-за того, что она и ее дети не успели прописаться в купленном доме, ей пришел отказ о выдаче матпомощи. После паводка нам сказали, что маловероятно будет выплата материальной помощи. Я обратилась в суд, написала заявление на рассмотрение, чтобы меня включили на дополнительную материальную помощь. С суда пришло уведомление, что мое дело оставили без рассмотрения. Я спросила у адвоката, почему так. Сказали, что все дела, которые были направлены в суд, они некоторые рассмотрены, да, и у них есть заключение, а именно мое дело оставили без рассмотрения. Я обратилась опять в суд, отправила опять документы, и сейчас адвокат работает над этим вопросом. Если бы Сардана и ее дети были прописаны в доме к моменту начала паводка, они бы на троих получили материальную помощь в сумме 150 тысяч рублей, что с лихвой бы хватило на перенос дома в новый микрорайон. Семье Сарданы также предоставили там земельный участок. Так как мое дело затянулось, скоро уже зимовать, и решили делать ремонт, и пока будем жить здесь. Мы все высушили, все сняли, обратно их постелили, ламинат, панели, наклеили обои. Те материалы, которые уплыли, пришлось заново купить и отремонтировали. А так на новом участке там идет проведение линий газа. Было бы лучше, если бы хоть какая-то помощь была материальная, я бы смогла хоть в следующем году перенести дом. И все же долгожданное переселение жителей Актемского наслега, проживающих в зоне подтопления, а это около 300 домов, началось. Хочется верить, что в скором времени весенний паводок перестанет касаться еще большего количества жителей. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Эти леса являются домом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Будьте осторожны с огнем, находясь в лесу. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай.
Сегодня на территории республики действует 6 исправительных колоний. Из них одна колония поселения, которая расположена на территории городского округа город Якутск на улице Очиченко. Колония поселения номер 2 была создана приказом МВД России от 10 ноября 1996 года. Здесь содержатся как мужчины, так и женщины. Лимит наполнения колонии поселения номер 2 – 171 место. Здесь отбывает наказание за преступления небольшой и средней тяжести. В данной колонии отбывает наказание женщины и мужчины. На данный момент 140 осужденных, из них 20 женщин. В колониях поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором. С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне учреждения, но в пределах муниципального образования, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. В колониях поселения осужденные проживают в общежитиях мужских и женских, где есть вся необходимая мебель – столы, стулья, тумбочки и кровати. Условия, по крайней мере, у нас для проживания
полностью соответствует всем стандартам, и нас устраивает все. У нас тепло, у нас уютно. Администрация дает возможность нам заниматься чем-то. Вот мы цветы разводим, рукоделием занимаемся. Вот девочки вяжут, то есть крючком, спицами. Ну, в общем, все хорошо у нас. Вот. Вопросы с администрацией тоже, вопросы все решаемы абсолютно. То есть даже компромиссов никаких не надо, то есть все обоюдно. ПВР мы соблюдаем, то есть правила внутреннего распорядка. И поэтому к нам также идут на уступки, то есть в плане какие-то просьбы, пожелания, в общем, выслушивают всегда и, соответственно, принимают решения администрации. В колонии поселения осужденных кормят в столовой. В рационе питания используются в основном натуральные продукты. Готовят еду сами же осужденные. То есть они тут работают поварами и их помощниками. Я здесь работаю поваром в колонии поселения. Так. Сколько питания, сколько раз питается, что любит кушать? В основном второе, первое. В день 3 раза кормим. А в меню что входит? Какие там блюда готовите? Картошка, суп, жаркое, рис рассыпчатый и макароны. Почти как дома все. Готовим свежие продукты, салат, порезаем свежий салат, помидоры, огурцы, мясо свежее там. Готовимся. В столовой идеальная чистота. Имеются стенды, где осужденные могут ознакомиться с меню, а также имеется телевизор, откуда они получают информацию, которая освещает местные средства массовой информации. Проживают осужденные по распорядку дня. Основное время уделено самообразованию и самовоспитанию. Для более комфортного времяпровождения тут созданы все условия. В данное время мы находимся на занятии кружка декоративно-прикладного творчества. Здесь осужденные занимаются бисероплетением, вышивкой и вязанием. Также в учреждении существует исторический кружок, кружок литературный, физкультурно-спортивный, где осужденные занимаются в свободное от работы время, приобретают полезные навыки. Я занимаюсь сейчас в данное время, вяжу шарфик. Женщины у нас большинство, как настали мы этими кружками заниматься, вышиваем. Коврики вяжем. Не так давно после капитального ремонта в учреждении открылась библиотека. На новых стеллажах и полках разместилось более 2500 книг. У каждого посетителя свои предпочтения. Девушки предпочитают женские романы, а мужчины – боевики, детективы. Посещают библиотеку каждый день. Евгений посещает библиотеку каждый день. В неделю читает по 4-5 книг. Говорит, что книга – это кладезь знаний. Самообразование превыше всего. Какую книгу вы предпочитаете читать и насколько часто вы посещаете библиотеку? Почитаю достаточно часто. Читаю в основном историческую литературу. Мне больше нравится история, так как я считаю, человек вообще не имеющий, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Историю мы должны знать, это обязательно, однозначно. Поэтому больше я отдаю предпочтение исторической книге. И так могу приключенческую литературу почитать. Просто отдохнуть за чтением книги. А сколько книг уже вы из этой библиотеки прочитали? Достаточно много где-то. Она буквально не очень давно открылась, библиотека. Я там раз в 3 дня, в 4 дня я книгу одну читаю, меняю. По словам Евгения, открытие библиотеки в колонии поселения дало возможность многим осужденным заниматься самообразованием. Здесь имеются не только книги для чтения, но и учебники, благодаря которым можно научиться шить, вязать и мастерить. Да, многие читают литературу, я общаюсь, любят. Историю, кстати, Якутии очень многие сейчас интересуются, именно места наши, да, там Анга, там Вилюй, вот такие книги интересуют. Также историческую книгу, прозу читают, стихи, поэмы тоже читают. То есть книга, она все равно остается актуальна, как бы не было. Хоть мы и живем в век интернета, как говорится, но тем не менее книга, она актуальна, однозначно.
Большое внимание также уделяется трудоустройству осужденных. Они трудятся на сельскохозяйственных работах и в подсобном хозяйстве, на автомойке и в пекарне. Хлеб для своих они готовят также сами. Я отбываю наказание в колонии и поселении, работаю в пекарне, выпекаю хлеб. Примерно норма у нас 854 булки за сутки. Тут же в пекарне осужденные также изготавливают макаронные изделия. Продукция дальше поставляется в другие колонии и для своих. Это макаронный цех, в общем, вот. Тут мы замешиваем тесто. Дальше мы идем. И вот тут, вот этот автомат, или как его назвать, тут макароны делаем. Потом раскидываем и в печку. Вот и все. Напомним, ежегодно осужденные в колониях страны производят товаров больше, чем на 30 миллиардов рублей. По сути, система исполнения наказаний – один из крупнейших работодателей в стране. Между тем, в колониях поселения осужденные могут пройти образовательные курсы, получить профессию или аттестат об окончании среднего образования. Так, в колонии поселения города Якутска курсы среднего образования в прошлом году прошли 20 осужденных. Все они получили аттестаты среднего образования, а свидетельства о прохождении среднего профессионального образования получили 73 осужденных. Таким образом, особое внимание в колонии поселения уделяется развитию работы с осужденными в направлении их ресоциализации, освоения ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения. Отметим, в этом году количество заключенных в России достигло исторического минимума. В начале этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержались 602 176 человек. Для сравнения, на начало 2017 года в России было 630 тысяч заключенных. 5 лет назад 701 тысяча, 10 лет назад 886 тысяч. Самое значительное сокращение произошло во взрослых колониях. Сейчас в них отбывает наказание 490 тысяч человек, что на 24,5 тысячи меньше, чем год назад. Кроме того, уменьшилось число заключенных женщин. В настоящее время в местах лишения свободы находится 47 тысяч женщин. 5 лет назад в России было 57 тысяч женщин-заключенных. Всего в России в настоящее время насчитывается более 700 исправительных колоний, в том числе 126 колоний поселений, 24 воспитательных колоний для несовершеннолетних, 8 тюрем, 6 исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 281 уголовно-исполнительная инспекция и 2399 их филиалов.
Первое масштабное мероприятие Якутской Федерации альпинизма и скалолазания прошло в красивом и труднодоступном районе Буардахского массива хребта Черского на территории Момского природного парка в рамках комплексной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны». Главной целью экспедиции было прохождение новых альпинистских маршрутов, в том числе на гору Победа, высочайшей точки северо-востока Сибири высотой 3003 метра. Единственные спортивные альпсборы в Якутии прошли в 1977 году под руководством председателя Федерации альпинизма Советского Союза Бориса Тимофеевича Романова. Тогда было пройдено и зарегистрировано 4 альпинистских маршрута, в том числе 2 маршрута высокой категории на гору Победа. Идея организовать альпсборы в Якутии принадлежит бывшему руководителю Красноярской городской федерации альпинизма Константину Обеднину. В 2016 году при создании проекта экспедиции появилась возможность позвать на первые альпсборы в Якутии инструкторов из Красноярска. Всего в состав экспедиции вошло 18 человек. – 4 июля 2016 года экспедиция выезжает из Якутска на 2 машинах. В одной находятся участники, а в другой – продукты и снаряжение. Транспорт предоставлен экспедиции отделением Россоюз Спаса.
На автомобилях нужно будет преодолеть порядка 800 километров и 2 паромные переправы через реки Алдан и Лена. Часть пути лежит по знаменитой трассе Колыма в сторону хребта Черского. Дорога в этих местах зачастую оставляет желать лучшего, и чтобы добраться до Уснеры, уходит почти 2 суток. Предполагается, что экспедиция займет порядка 1 месяца, причем только на дорогу уйдет около 20 дней. Приехав в Уснеру, нужно перегружаться на другую машину и почти сразу же выезжать, так как водитель хотел успеть преодолеть переправы до высокой воды, поскольку по прогнозу в ближайшие дни обещали дожди. На пути лежат речки Терехтях и Андыгычан и перевал Улахан-Чистай. Дорога постепенно превращается лишь в направление. На следующий день предстоит очередная переправа, но из-за поднявшейся воды водитель решает перебраться на другой берег выше по течению, где река состоит из нескольких проток, и путь лежит через болотистый остров. Но экспедиционный Урал все-таки застревает. Участники начинают пилить и подтаскивать деревья, подкладывая их под колеса. Вытаскивает машину вся группа. Это стало первой проверкой участников экспедиции на командную работу. На подъезде к перевалу к экспедиции присоединяется альпинист и фотограф Дмитрий Панов. Еще до перевала Улахан-Чистай начался дождь. Машину накрыли тентом, который закрыл весь обзор. Поэтому местными красотами участники будут любоваться только на обратном пути. Несколько фотографий на память на перевале и обратно под тент. Следующая ночевка у экспедиции особенная. Она проходит у оленеводов рядом с Терехтяхскими воротами. Представилась редкая возможность познакомиться с их бытом. На следующий день цель – это добраться до поселка Сасыр, расположенного на реке Мома. Этот населенный пункт – последний оплот цивилизации. Но проводники, а главное погода, внесли изменения в маршрут. Из-за обильных осадков и разлива Момы экспедиция направляется не в поселок Сасыр, а сворачивает к стоянке коневодов Тымны-Уулах, чтобы дожидаться там лошадей, которые должны привезти продукты. Здесь к группе присоединяется представитель Момского природного парка Владимир Стрекаловский.
По предложению проводников экспедиция проходит через УУ-Тордо, при этом делая большую дугу в своем маршруте. Здесь уже снег и туман, и постепенно все забывают, что по календарю лето. Экспедиция вот уже третий день находится на территории Момского парка. Эти места просто завораживают своей дикой, нетронутой красотой. Но вот, наконец, небольшое подворье в местности УУ-Тордо, где обычно останавливаются рыбаки. Представляется прекрасная возможность отдохнуть и немного порыбачить. Одной из попутных задач экспедиции является описание и регистрация спортивно-туристического маршрута и соединение его в дальнейшем с альпинистским маршрутом. И таким образом в будущем по следам нынешней экспедиции, возможно, пройдут и другие группы, руководствуясь этим описанием маршрута. Прошла уже неделя с момента того, как экспедиция покинула Якутск. Заброска превратилась в длительное и довольно изнурительное путешествие по бескрайним просторам Якутии. Но, наконец, цель перехода уже видна. Буордахский горный массив возвышается над окружающими горами. Хотя радоваться пока рано. Путь к нему достаточно непрост. Он пролегает через болото и труднопроходимые кустарники. Группа продвигается вдоль реки Кюретер. Тем же вечером проводники сообщают о том, что лошади дальше не пройдут. В этой связи было принято решение о том, что нужно ставить нижний лагерь. И вы, конечно, за это лично отвечаете как председатель. Ясно. Ясно. Хорошо, Петр Евгеньевич. Если что, если Оставшись без лошадей, приходится челночить, то есть на себе переносить весь груз до базового лагеря. Распределив весь груз между собой, на протяжении 3 дней участники переносили все это до места назначения. Приключение было не из легких. Но, наконец, экспедиция на месте. Заброска окончена. Позади 10 дней тяжелого и изнурительного пути. Базовый лагерь устраивается у слияния рек Кюретер и Леккер. В первый вечер в базовом лагере Александр Чистяков читает лекцию о мерах безопасности в горах и в лагере. Первый полноценный день в горах проходит в тренировках под руководством старшего тренера Василия Иванова и выпускающего тренера Игоря Штелле. Здесь сразу стоит отметить, что присутствие такого рода специалистов является необходимым условием проведения альпсборов. Для почти половины членов экспедиции это первое серьезное знакомство с горами. Те, кто поопытнее, уже обсуждают предстоящее восхождение, оценивая погодные условия и особенности рельефа. В этот же день Даниловы, по заданию Института мерзлотоведения, собирают пробы льда, выполняя таким образом научную составляющую экспедиции. К сожалению, погодные условия не позволили сразу осуществить намеченное восхождение.
Поэтому сначала было решено сделать разведку и посвятить остаток дня отдыху перед предстоящими покорениями вершин. Только через день установились подходящие погодные условия для осуществления восхождений, и группа новичков под руководством старшего тренера Иванова поднялась на вершину 2162, которую впоследствии по решению отделения РГО в Якутии было решено назвать в честь известного якутского географа Семена Мастахова. Любви, счастья, пусть будут они всегда такие вот жизнерадостные, как я вот сейчас вижу, столько улыбок. К этой минуте это пока вся информация. Мы будем следить за ходом итогов голосования. Оставайтесь на В то же нашем время канале группа Якутия опытных 24. альпинистов совершила восхождение на вершину Советская Якутия в категории 2А. Стоит отметить, что это восхождение было не из легких. На спуске погода резко изменилась, и видимость стала почти нулевой. И поэтому он занял вдвое больше времени. К тому же спускаться было решено по другому маршруту, как казалось, более легкому пути. Но из-за тумана пришлось идти почти на ощупь. Но, к счастью, все обошлось. На следующий день наступает выполнение главной задачи экспедиции – покорение самой высокой точки северо-востока России – горы Победа. Выйдя рано утром из штурмового лагеря и достигнув Кюретерского перевала, альпинисты обнаруживают, что там низкая облачность, и таким образом восхождение оказывается под вопросом. Более 3 часов группа проводит там в ожидании изменения видимости, и только убедившись, что она улучшилась, было решено начать восхождение. Здесь стоит отметить, что профессиональные альпинисты поднялись по этому маршруту на Победу впервые, и поэтому его описания не было. Подъем осложнялся довольно плохой видимостью, но группа достигает вершины. Главная миссия экспедиции выполнена. Вот он, спины. Погоды нет. Погоды нет. Шли в туман. Последний день пребывания в штурмовом лагере ознаменовался восхождением еще на одну, пока безымянную вершину, впоследствии названную 2619М. И таким образом в активе экспедиции 4 спортивных восхождения. Обратная дорога по обыкновению кажется короче, но по времени это те же 10 дней, только в обратную сторону. Снова на пути непроходимые болота, броды и наледи. Но идти намного веселее. Позади удачно выполненные задачи. А скрашивают дорогу, как всегда, дивные виды дикой природы. Но все же нужно опять торопиться, и опять из-за погоды, поскольку дожди могут привести к высокой воде, которая перекроет дорогу обратно. Именно поэтому водитель вынужден ехать на протяжении суток без остановки на ночлег.
Оказывается, что КАМАЗы спасателей, которые должны довести экспедицию до Якутска, застряли у разрушенного моста через Эльги, одну из рек между Устнерой и Якутском. Поэтому водитель едет дальше до Эльги, где все переправляются на лодках на другой берег. Но поскольку сотрудники МЧС из экспедиции должны были дежурить на месте размыва реки до приезда основной группы спасателей, то пребывание там затягивается еще на 3 дня. Это стало последним приключением в этой экспедиции. Оставшаяся часть пути до Якутска прошла без непредвиденных обстоятельств. По прибытии в Якутск время подведения итогов. Основным достижением экспедиции стало, как это и было запланировано, проведение первых альпсборов силами Федерации при поддержке альпинистов из Красноярска. А результатом проведения самих альпсборов стали 4 спортивных восхождения с подробным описанием этих маршрутов и присвоением 2 из них спортивных категорий. К тому же подтвердилась перспективность этого района для организации других восхождений и проведения в этом районе других альп-мероприятий. Все новички, совершившие восхождение, получили значки «Альпинист России». Другим немаловажным итогом экспедиции стало присвоение по инициативе отделения РГО в Якутии одной из покоренных вершин имени известного географа Семена Мастахова. Кстати, и заброс... Это Якутия-24. Мы продолжаем следить за итогами голосования в республике. Сейчас в прямом эфире в нашей студии находится исполняющий обязанности руководителя республики, кандидат на должность главы республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Сергеевич, добрый поздний вечер. Добрый вечер. Что ж, как известно, сейчас по Якутии повсеместно подводят итоги единого дня голосования. Выборы прошли многоуровневые, масштабные. Люди получали на местах по 5-6 бюллетеней. Понятно, об итогах говорить еще рано, но мы уже располагаем предварительными данными по явке избирателей. По Якутии это 48%, это второй, кстати, показатель по всему Дальнему Востоку, и 46% по столице республики, по Якутску. Это, повторюсь, еще предварительные данные. Как вы оцениваете вот эти цифры по явке избирателей в Якутии? Я оцениваю их как показатель зрелости нашего общества. Люди, несмотря на самом деле не очень комфортную, мягко скажем так, погоду, у нас сегодня во многих и северных, и центральных, заречных районах шел снег, порой даже сильный снег. Люди пришли, люди проголосовали и выразили свою гражданскую позицию. Это очень важно, потому что я всегда повторяю, что человек должен обязательно приходить и выражать свое мнение для того, чтобы выразить или свое согласие с теми действиями, которые предпринимает власть, или свое несогласие с ее действиями. И вот лучших механизмов, нежели чем голосование на выборах, человечество пока еще не придумало. И то, что наше население Якутии, избиратели Якутии пользуются своим правом, пользуются активно, наиболее активно вот на Дальнем Востоке, это уже показатель, еще раз говорю, зрелости нашего гражданского общества. Как кандидат на должность главы республики, как вы будете следить за результатами выборов сегодня ночью и завтра утром? Может быть, поедете в штаб или на рабочем месте будете наблюдать за этим? Я и сейчас вот практически сюда приехал со своего рабочего места. Мы сегодня ночью будем также выходить по видеоконференц-связи с руководством нашей партии «Единая Россия» на Москву. А рано утром я вылетаю на Восточный экономический форум уже через несколько часов, в 8 утра, потому что сегодня уже состоится саммит межгосударственный Россия-Япония. Ну а также, конечно же, должен состояться Госсовет по развитию Дальнего Востока, который проводит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Так что, наверное, окончательные результаты выборов я уже узнаю во Владивостоке. Сегодня, мягко говоря, день был насыщенный. Единый день голосования совпал с днем рождения города Якутска. Как оцените этот день города? Как он вам показался? Вы знаете, город Якутск – это уникальный город. Это самый крупный город в мире на вечной мерзлоте. Город вечно молодой, несмотря на свой возраст, почтенный возраст, как самого старейшего города на всем северо-востоке страны. И мне понравилось то, что сегодня, несмотря на погоду, относительно много народу было на площадях, скверах города. Вот вечером я сидел в кабинете, там внизу шел концерт, так там вообще море народу было. Ну
традиционный, который прошел, кстати говоря, как раз после того, как закончился снег, уже и видимость была хорошая, собралось, как всегда, многие-многие тысячи ребят. Радует, что сегодня в городе Якутске в день города родилось, если я не ошибаюсь, 23 ребенка, 14 мальчиков, 9 девочек. Это говорит о том, что город продолжается, город живет, город будет развиваться и идти вперед, потому что в нем всегда много детей. Это замечательно, и я с удовольствием поздравляю и наш город Якутский, всех его жителей, всех жителей нашей Якутии с этим прекрасным праздником. Замечательно. В завершении предлагаю вам обратиться к жителям республики, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире, и особенно тем, кто вас поддержал, за вас голосовал. Я с удовольствием хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел на выборы. И тех, кто поддержал меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Еще раз повторю, что это очень важно, чтобы люди ходили на выборы и голосовали. Уверен, что наша республика будет и дальше вперед развиваться. Я намерен и дальше проводить ту политику консолидации, о которой много говорил. Так, мы должны понимать, что народ нашей республики, его население должно жить богато и счастливо. И мы все должны сделать все для того, чтобы это у нас осуществилось. Спасибо вам большое, что к нам зашли. Удачи вам в работе. Спасибо. Это был Айсен Сергеевич Николаев, гость студии телеканала Якутия-24. Никуда не уходите, следите за нашими эфирами. Мы скоро продолжим.